Так, ну что, запуск трансляции. Вы в эфире. Всем огромный привет. С вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике. И я вас рад приветствовать на нашем очередном занятии мощной, жесткой олимпиадной смене Ньютон. Поэтому сразу напишите мне плюсики, семерочки, если меня видно и слышно. И тогда давайте продолжим наше обучение, продолжим изучать нашу кинематику равноускоренного движения и углубляться в этот мир физики, в этот мир олимпиадной физики. Или all-физа, как еще можно сказать. Так, ну как, жду плюс семерочки. Если у меня вообще есть картинка, меня вообще слышно и так далее. Здравствуйте. Угу, прекрасно. Сейчас у меня тут маркер, я чуть-чуть еще дораспишу. Ну и пока расписываю, давайте скажу вам план на сегодняшний день. О, у нас сегодня прям объем людей побольше. Кстати, вот пока расписываю, подскажите, сколько кто сделал домашки и как вам она идет? Мне будет интересно получить сейчас от вас обратную связь, чуть-чуть понять, как у вас там идет обучение. Потому что на тему домашки напомню, что вы всегда можете задать любой вопрос мне, либо куратору, все уточнить и так далее, вот, чтобы все было с кайфом. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Плюс-минус. Ну, если есть минусы, задавайте, спрашивайте вопросы, конечно. То есть пишите мне, не знаю, там, пишите куратору, обязательно просто, обязательно. Минус — это показатель того, что нужно задать вопрос. Да, 9 не совсем получилось. Но я помню, Гриш там мне писал как раз про 9-ю задачу, потому что именно похожую на нее мы с вами решим. То есть мы обсудим идею решения той 9-й задачи. Но решение моментами не ясно. Ты про решение, которое там написано в первой домашке, там да, но странное. То есть, как я понял, из какого источника я брал решение, ну как-то не очень. Вот, то есть лучше нам самостоятельно писать решения, но просто они не будут прям так быстро. Вот, потому что я лично сам не успеваю сейчас решения писать. Вот, сейчас буду думать, что делать с решениями, но как минимум пишите, нам задавайте вопросы. Как минимум мне пишите, я с этим подскажу. Вот. Да, 3 задания с первого занятия. И со второго очень медленно у меня получается решать. Ну ничего страшного, главное решайте. Самое главное это просто не останавливаться и продолжать. И напомню. Если что, пишите, задалбливайте меня либо куратора, чтобы мы с вами подсказывали, может быть, некоторые идеи и так далее. Кстати, как вам такая идея? Вот как я во второй домашке сделал, я написал некоторое описание задач. То есть я написал, что примерно мы с вами, ну, вы можете делать в какой задаче. То есть, например, там, в какой-то задаче графика. Некоторые задачи чисто база на равноускоренное движение. А эта задача посложнее. Вот если вы видели последний файл, который я выкладывал в телеграм-канале, или же также это вот на втором занятии выложил, мне кажется, вот круто. Вот. Все, отлично. Тогда мы с вами все это обсудили изумительно. Напомню еще раз, все вопросы вы всегда можете мне писать, либо куратору. Прям можете меня задалбливать и так далее, потому что я согласен, моя вина пока что решение, ну, я не успеваю просто. Пока не знаю, вот, будем решать эту проблему, но пока их нет ко второй, третьей домашке. Поэтому что, просто пишите, чтобы полностью мы с вами разобрались. А тогда сейчас давайте стартовать. И каков наш план? Сначала это решать задачи с предыдущего вебинара, а потом начать баллистику, где мы с вами будем мощно, жестко все ботать. Поехали. Что можно будет зарешать с прошлого вебинара? Я с прошлого вебинара вам обещал дорешать задачу на графике. Сейчас я ее покажу. Вот она. То есть задача номер 4 сейчас, она здесь у меня показана. Давайте мы ее с вами дорешаем. Она, если что, с Савченко, кстати, задачника. И потом перейдем к задачам Савченко, вот эти другие. А если ДЗ отправляешь чуть позже, оно будет проверяться? Да, конечно. То есть в течение всего этого месяца, пока мы с вами работаем, если ты отправляешь ДЗ, да хоть под конец, все равно в течение этого месяца, пока у нас с вами проходит курс, все будет проверяться. Так, время отправления электрички по расписанию 12:00. На ваших часах 12:00. Но мимо вас уже начинает предпоследний вагон двигаться, который движется мимо вас в течение времени Т1 равное 10 секунд, и последний вагон проходит мимо вас в течение Т2 равное 8 секунд. Электричка отправилась вовремя и движется равноускоренно. На какое время отстают ваши часы? Давайте обратим здесь внимание на то, что мои часы уже показывают мне 12:00. Я пришел строго по своим часам, вот так. Пришел. Но я уже вижу, что
вжух, вжух, передо мной едет поезд. А он выехал строго, четко по правильным часам. Если он едет, это же значит, что он раньше выехал, правильно? Это значит, что мои часы отстают. То есть по его часам я пришел позже. Поэтому мои часы отстают. И вот это время T0, в течение, на которое наши часы отстают, нам нужно будет найти. Здесь напишите 2 плюсика, если вы поняли эту идею. Вот, почему здесь именно отстают наши часы. Так, ну и тогда погнали писать. Получается номер 1. Ну или в данном случае там написано номер 4. Так, номер 4. Угу. Все, шикарно. Что нам известно? Нам известно, что в течение времени T1 выражено как 10 секунд. Мы с вами видели, как приезжает предпоследний вагончик. И в течение времени T2 мы видели, как мимо нас приезжает последний вагончик. Хотим найти время T0. То есть давайте мы с вами обозначим, что время T0 это то время, на которое у нас с вами отстают часы. То есть давайте напишем, что часы отстают на T0. Вот. И тогда давайте разбираться с тем, что у нас происходит. Изобразим наш вагончик, ну или вообще наш поезд. Он будет состоять из большого количества вагончиков. Здесь вагончик и так далее. А здесь будет еще один вагончик. И здесь будет вагончик. Такая визуализация, мне кажется, она максимально хорошая. Единственное, здесь вагончики чуть сплющило. Ну да ладно. Сплющенные вагончики тоже никому не мешали. Ну, давайте поменьше сделаем. Вот. И будем тогда говорить, что здесь был первый вагон, второй вагон и так далее, так далее, так далее. Здесь тогда у нас будет n-ный вагон, здесь n-1. Ой, n-1. Что это, она сухая, что ли? Прикольно. Так. Надо указать, что первый его здесь вот. n-1. n-1. Во. Ну, здесь n-2 и так далее. И, как я уже сказал, он начал двигаться четко по времени. То есть четко в момент времени t равно 0 он начал движение. И вот я взял такой бум-бум-бум, прибежал, оказался в этом месте. То есть я буду видеть вот так. То есть я буду видеть, как мимо меня начинает приезжать предпоследний вагончик с какой-то начальной скоростью. И вот придя в этот момент времени, это будет в момент t0. Я сначала увижу, как у меня весь предпоследний вагон пройдет мимо меня в течение времени t1. А потом я увижу, как у меня в течение t2 пройдет последний вагон мимо меня. Данная задача будет решаться чисто напрямую через график. Почему? Потому что давайте мы укажем, что длина одного вагона у нас будет выражаться как L большое. И что тогда? Тогда что мы с вами можем сказать для поезда? Мы можем сказать, что у нас Vx для поезда будет выражаться как V0x плюс AXT. Где давайте вместе с этим, конечно, еще обозначим, что у нашего поезда ускорение будет направлено вправо. Все-таки он ускоряется вправо. Он же разгоняется вправо. И к тому же я давайте еще направлю ось X горизонтально вправо. Ну и после раскрытия этих проекций я получаю, что у меня проекция моей скорости поезда в зависимости от времени будет выражаться как? Начальная скорость у меня была равна нулю. Как вы помните, в самом начале у меня поезд покоился. И он начинает разгоняться. То есть я получаю, здесь будет плюс АТ. Тогда, как у меня будет выглядеть график моей зависимости скорости от времени? Vx от t. Так, здесь мне нужно это попробовать как-то отобразить.
Ну вот как-нибудь так. И что я тогда получаю? Я получаю, что, например, в момент времени t0 это тот момент времени, когда мы с вами прибежали. То есть вот мы с вами оказались здесь. Поезд, будет иметь какую-то ненулевую скорость, как вы понимаете, выраженную как АТ0. Верно? То есть вот у нас прошел промежуточек времени t0. Где у меня синий маркер? Вот у меня синий маркер. Именно в этот момент времени t0 мы с вами оказались здесь. Потом он продолжает свое движение. И за следующее время t1 наш поезд проходит как раз длину вагона. То есть за следующее время t1 наш весь поезд он смещается на длину вагона. Потому что мы с вами увидим, как проходит мимо нас именно вагончик длины L большое. Здесь давайте это мы с вами укажем. Что в течение следующего промежутка времени t1 мимо нас проходит вагончик. И после того, как он пройдет мимо нас, скорость какая у нас теперь станет? Правильно, она теперь станет как АТ0 плюс Т1. И при этом, что важно здесь отметить, где у меня новый маркер? Что важно здесь отметить? Что площадь под этим графиком, она же у меня будет выражаться как пройденный путь моим поездом. А этот пройденный путь будет выражаться как чисто L большое. Мы это давайте здесь и покажем. То есть здесь у меня будет пройденный путь L большое. Здесь напишите мне, пожалуйста, L, если вы с этим согласны, что за время T1 мимо нас проходит как раз один вагончик. Это и обозначает, что весь поезд у нас проходит путь L большое. Что потом? Потом у нас проходит еще время T2. Так, здесь нужно это указать вот таким маркером. И в течение времени T2 мы с вами будем видеть, как у нас проходит мимо нас последний вагон. То есть, как еще раз здесь весь поезд будет проходить как раз путь, также L большое. Это попробуем здесь указать. Только, наверное, я это укажу уже следующим маркером. Сейчас, давай я заштрихую и попробую еще раз это объяснить. Так, покажем, что здесь у нас было L. Но еще раз, получается, что вот мой поезд, то есть, ну давай мы представим, что я еще не прибежал. То есть я еще там, далеко, вот так вот нахожусь. Мой поезд уже начал двигаться. И вот его скорость начинает расти. И он так двигается. Спустя время T0 у поезда будет какая-то скорость, правильно? Потому что я в этот момент времени T0 взял, прибежал. Бам, я оказался здесь. В момент времени T0, он имеет скорость АТ0, мой поезд. И мне сказано, что как только я прибежал, я увижу, как мимо меня проходит предпоследний вагон за время T1. Это означает, что я прибежал к началу предпоследнего вагона. И в течение следующих T1 я вижу, как мимо меня проходит вот этот вагончик L. То есть вот этот предпоследний вагончик. Правильно? То есть он был здесь, и за время T1, вот мы можем представить, то есть это у меня произошло за время T1. Пэм. Ну и получается, что весь мой поезд, он же сместился на длину одного вагона. То есть как раз-таки на длину L большое. Верно? Ну или вот так легко еще понять. Вот у меня было так, в момент времени T0. Спустя T1, бам. Здесь окажется последний, здесь предпоследний. И как вы видите, весь поезд у меня сместился на L. Теперь еще T2 пройдет. Еще T2. Бэм. Здесь окажется последний вагон. И здесь весь поезд. И весь поезд как раз у меня и проходит в течение времени T2 длину вот этого последнего вагона. Ну как? Теперь напишите 2 плюсика, если с этим согласны. Надеюсь, вот эти би-би-би, они должны были как раз упростить жизнь. Так, как остальные? Все, шикарно. Вот.
И тогда наша задача как раз взять и расписать вот эти площади под графиком и учесть, что их площади у нас одинаковые. Поэтому давайте мы с вами запишем площадь первую под график. Только давайте я у второй площади здесь укажу нашу максимальную скорость. То есть до какой скорости мы с вами дойдем к моменту, когда вот этот последний вагончик, побывав здесь, он окажется здесь. Ну, как мы с вами видим, в этот момент времени у нас будет t0 плюс t1 плюс t2. А значит, скорость у меня будет выражаться как а маленькая t0 плюс t1 плюс t2. Ну и записываем. Так, первым способом L большое давайте перепишем. То есть площадь вот этого красного, площадь красной нашей прямоугольной трапеции, это будет 1/2 на. Это я сейчас записываю полусумму оснований. Первое основание АТ0, вот оно первое основание АТ0. Плюс второе основание, вот оно. Это будет АТ0 плюс Т1. Или давайте сразу раскрою скобочки, это будет АТ0 плюс АТ1. Это я записал полусумму оснований. Теперь... Нет, смотри, Т1, вот промежуток, видишь? Я же указал, Т1, Т2 это промежуток времени. То есть в течение этого промежутка мы видим, как проходит мимо нас поезд. Ведь, еще раз, вот была такая ситуация. В течение Т1, мимо нас проезжает предпоследний поезд. Потом еще ждем Т2, мимо нас проходит последний. Вот. Просто вот этот финальный он будет Т0 плюс Т1 плюс Т2. Так, и давайте вторым способом запишем нашу площадь под графиком. Это будет полусумма оснований. То есть первое основание это АТ0 плюс Т1. АТ0 плюс АТ1. И второе основание это будет АТ0, Т1, Т2. Плюс АТ0 плюс АТ1 плюс АТ2. Вот, изумительно. Давайте мы с вами приведем некоторые подобные слагаемые, чтобы было чуть проще, и будет прекрасно. Так, файл с задачами выложен на GitKурсе к этому занятию. То есть там под ссылочкой на это занятие выложен файлик. Я выкладывал вроде бы задачи, я выкладывал их везде. Да, я их выкладывал, поэтому можешь там найти. Если не найдешь, то напиши минус, я еще раз проверю, но на платформе GitKурса, там, где ты нашел ссылочку на это занятие, под ним есть файлик. Напиши плюсик, как найдешь потом. Вот. Что же я могу здесь увидеть? У меня, получается, будет 2АТ0 плюс АТ1. А здесь я получаю, у меня будет АТ0, АТ0, то есть 2АТ0. Плюс АТ1, АТ1, то есть плюс 2АТ1. И плюс АТ2. И теперь моя задача взять и приравнять эти две площади под графиком. Я тогда получаю, что 1/2. Это я записываю сейчас первую. Давайте еще ускорение А маленькое здесь вынесу за скобочку. Получаю 1/2 А помноженное на, только здесь будет 2Т0. 2Т0. Ой. Так, 2Т0. Плюс Т1. Это здесь я вынес за скобочку А и записал наше L. Теперь записываю вторую. Там же высоту, там же точно. Спасибо, здесь Т1, здесь Т2. Я просто, видимо, отвлекался на чат и забыл. Все верно. Да, здесь я должен еще домножить на высоту Т1, а здесь я должен домножить на высоту Т2. Все верно. Огромное спасибо. Прям вот. Да, спасибо большое. Я как-то это проморгал этот момент. Вот, это я записал, в свою очередь, первую L, только здесь я еще должен домножить на Т1. Только давайте я, наверное, тогда еще раз это запишу. Мне не нравится, как там это выглядит. Так, теперь все ок. Напишите плюс, если ок. Потому что я согласен, мог некоторую часть пропустить. Все-таки я только что после предыдущего вебинара. Так, первая площадь, это, получается, будет 1/2 на Т1. Выношу ускорение А, и здесь у меня будет Т1 плюс 2Т0. Так, это, в свою очередь, я переписал первое.
Переписываю второе. 1/2 t2. Давайте ускорение А я также здесь вынесу. И получаю, это будет 2t0. 2t0 плюс 2t1 и плюс, конечно, t2. Вот. Тогда, что я могу здесь заметить? Что у меня ускорение А. Ой, как хорошо-то стало. Ускорение А, оно уходит. И 1/2 у меня уходит. Просто здесь у меня Славик, он включил вентилятор. Вы не представляете, как стало лучше. Да-да, Плюс нашел. еще просто жесткая вообще. Да, это доп. Задача. Третью я буду. Просто сначала я решил пойти с конца. Мы все-таки с вами люди последовательные, надо идти с конца. Так, тогда остается, наверное, раскрыть как-то скобочки и выразить наше t0. Так, получаю t1 в квадрате плюс 2t1 t0. Если будет дождик, прям сильно ливень пойдет, то тогда можно Так, это будет 2t2 t0. Потом еще плюс 2 t1 t2. И еще финально это плюс t2 в квадрате. Так, где у меня t0 находится? У меня t0 находится здесь, правильно? И при этом мне известно, что t1 больше, чем t2. Поэтому, наверное, я эту штуку перенесу налево, а это я перенесу направо. И тогда я получаю, что t0 я могу вынести. У меня будет 2t1 минус 2t2. И это все суммарно мне будет что давать? Так, это будет t2 в квадрате плюс 2t1 t2 минус t1 в квадрате. Вот и все. Поэтому я могу выразить наш t0. t0 будет выражаться. Каким образом? Ой, так, t2 в квадрате плюс 2t1 t2 и минус t1 в квадрате. Все это я делю на 2 t1 минус t2. Вот и все. То есть, как вы видите, за счет вот такого метода мы взяли и сходу нашли наше время t0. Так, напишите здесь нолик, если вы с этим согласны. Остается только подсчитать и радоваться жизни. Ой, что здесь по подсчетам? t2 в квадрате. Давайте я сразу секунды, я их вынесу. Могу сразу подсчитывать, что это будет 64 плюс 2 помноженное на t1, t2. Это 2 помноженное на 80. Так, и минус t1 в квадрате, то есть минус 100. Беру, делю на 2 помноженное на двоечку. Все это в секундах. Что я здесь вижу? У меня будет 100 минус 160. Значит, я получаю, что это 0. Будет выражаться как 64. Минус 160. Ой, это будет 160 минус 100. То есть получается плюс 60, деленное на 4. Значит, будет 124. А это получается 31 секунда. 31 секунда. Ответ-то 0. 31 секунда. Ну вот. Да, можно потом количество вагонов найти. Количество вагонов найти. Да, типа здесь будет... И правда, у нас за время t0, получается, здесь будет умещаться n-2. То есть здесь, получается, у меня умещается за время t0 пройдет расстояние вот это. Это что будет за расстояние? Это будет n-2L. Да, я согласен, ведь можно будет тогда записать, что n-2L это будет 1/2 at0 в квадрате. Вот. Только единственное, мы с вами не знаем ускорение. То есть, если бы нам было бы известно ускорение, то было бы все хорошо, потому что я-то знаю t0. А, нет, я знаю L. Сейчас я думаю. Ну, как-то не ается, нам ускорение неизвестно. То есть, если бы ускорение было бы известно, то было бы все хорошо, потому что я согласен, записав вот эту площадь под графиком, мы могли бы взять и найти, что n-2 на L, это было бы 1/2 at0 в квадрате. Ну, типа, at0 на t0, все это получается вот эта площадь под графиком, как n-2L. Так, пока здесь, там напишите мне 15, если вы поняли, как мы решили эту задачу. Большого треугольника поделить на L. Можно площадь большого треугольника. Пу-пу-пум. Да, но площадь большого треугольника опять у меня будет выражаться через А. Или вы... А, типа здесь у меня выражено все. Типа я выразил здесь А. А, ну формально да.
формально да. Ну, давайте попробуем где-нибудь, может быть, это прописать. То есть отсюда я могу найти ускорение А формата как 2L, деленное на А на 2T0 плюс T1. Да, хорошая мысль. Ой, это что это я сделал? Я хочу выразить ускорение А. Взял, вынес, это 2L, деленное на просто эту штуку, то есть здесь ускорение А лишнее. Я согласен, вот. И правда, мы можем выразить вот это ускорение А, поставить сюда и найти n. Либо можно было бы также записать площадь всего большого треугольника. Это будет чисто nl. Это будет А на вот эту штуку в квадрате. Да-да-да-да-да. Почему две L равны, я не понял. Почему эти L равны друг другу? Ну, потому что у тебя длины вагонов, они одинаковые. Поэтому за время T1 мы проходим предпоследний вагончик. За время T2 мы проходим последний вагончик. У них длины одинаковые, поэтому здесь L и здесь L. Окей? Вот. Давайте я здесь уже поставлять не буду, все-таки у нас место... Но хотя можно подсчитать. Формально, блин, интересно, интересно. Т0 мы с вами знаем. Ладно, давайте сделаем, мне аж стало интересно. Так, n-2L. Видите, так, добавочку, вы просто ниже пишите туда. Это будет 1/2 на АТ0 в квадрате, то есть 2L, деленное на 2Т0 плюс Т1, все это на Т0 в квадрате. Да, и тогда я с легкостью могу найти значение n. То есть у меня n выражается как 2 плюс L большое Т0 в квадрате, деленное на... только L у меня сокращается. Где-то я что-то посеял. Что-то я посеял. Еще Т1. Ну, короче, мы поняли. Просто, там смазано вышло. Лучше туда отдельно писать. Сейчас. Я это возьму, сотру, и будет нормально. Ай-яй. Глеб, надо стирать все, а потом уже писать. Все, короче, с ответом разобрались. Давайте я сейчас отдельно некоторую часть сотру и подставлю. Так будет лучше, а то я тут начинаю мельчешить. Это бяка. Так, все, напишите 31, если с самой задачей мы разобрались, как я нашел время t. Вот, t0 я нашел. Тогда, поставив сюда ускорение А, которое мы с вами выразили, можно будет найти n. Вот. Это хорошая мысль. Сейчас, может быть, подставлю. Но хорошее, интересное замечание, правда. Можно так покачать разные задачки. Ага. Так, это стерли. N-2L это стерли. Это давайте сотрем. Вот. Так, давайте вот это я сейчас достираю, и можно будет посчитать. Если, кстати, кто посчитал, то можете подсказать, что у вас вышло по подсчетам, сколько там вагончиков. Интересная мысль. Ой. У нас сейчас на улице ливень. Ой, забавно. Было весь день душно, а теперь у нас ливень. Вот так вот бывает. Да, и вот это будет хорошо. Так, где-то, и бум-бум-бум. Вот он. Так, 2Т0. Одна секунда. Ага. Я оставил просто некоторые числовые данные, чтобы, если что, досчитать наше с вами значение для длины. Потому что я согласен, прикольно найти количество вагонов. Так. Опять эта пикалка. Ой. Когда эти пикалки перестанут пикать. Так, давайте быстренько мы досчитаем. То есть я уже раз начал. Получили n-2 L. Это будет 1/2 АТ0 в квадрате.
Ну и вместе с этим мы там писали, что у нас получается А, это будет 2L, деленное на 2T1, ой, на 2T0, плюс T1, умноженное на T1. Вот так, я думаю, будет лучше. Подставим это сюда и получаем наше значение, что n минус 2 на L. Это будет что? 1/2 на T0 в квадрате и помноженное на ускорение А. Это 2L, деленное на 2T0 плюс T1. И все это помноженное на T1. Так, ну, методом пристального взгляда я вижу, что у меня двоечка уходит. L большой у меня уходит. И остается n минус 2, выраженное в каком формате? Вида T0 в квадрате, деленное на 2T0 плюс T1, умноженное на T1. О! Это, я думаю, можно с легкостью посчитать. Получается 31 в квадрате. Деленное на 2T0, это получается 62. Плюс T1, это у нас было 10 секунд. И помножаем на T1, получается 10. Так, что я здесь могу тогда показать? 31 помножаем на 31. И все это мы с вами делим на 10 и делим на 72. Получаем 133. То есть у меня вышло 133. А значит, отсюда я делаю вывод, что n это будет 135. То есть, видя качество дополнительного вопроса, мы с вами поняли, что всего будет 135 вагонов. Ну, забавно. Здесь напишите 13, если вы согласны с количеством вагонов. Крутая идея. Спасибо за вот это замечание. Я, честно, как-то вот пока готовился, об этом даже не подумал. Это хорошая мысль. Спасибо. Прям вообще отлично. Вот. Тогда пойдем к следующей. Я вот... Ёп, твою налево. Капец, я напугался даже. Жесть. Вы не представляете, как я вообще сейчас не ожидал этого, потому что я увидел искру молнии, я подумал, что что-то сюда бахнуло. Ужас. Так, мне нужно будет видео закрыть. Такой. Все, звук того, нормально. Это, знаете, эта штука, она сбила все. Там настолько гроза была, короче, что я, видимо, сбил настройки микрофона. Ой, всё. Но ничего, нас ничего не остановит. Даже если гроза на улице. Нас ничего не остановит. Мы с вами продолжаем работать. Так, поехали к следующей задачке интересной. Это будет это. Номер 1. Поехали к номеру 1. Если что, это номер 1, номер 2, они, можно считать, как одна такая задача, которая нам помогут решить третью задачу. Из верхней точки окружности по гладкому желобу под углом φ к вертикали начинает скользить шарик. За какое время он достигнет окружности, если ее радиус r большое? Так, давайте, номер 1. Да, вначале нам нужно будет взять и изобразить нашу окружность. Ну, честно, я надеюсь, у меня получилось изобразить окружность, хотя оно фигово выглядит. Но сойдет. Вот где-то здесь у нас будет вершинка. И мы берем и говорим, что нам известен диаметр, ну или нам известен радиус. Потому что как раз пусть здесь будет центр О. Тогда здесь радиус r большое, и там будет сверху также радиус r большое. Так, это не тот. Вот она. Это убираем. И давайте, чтобы было у нас по красоте, здесь у нас будет r. Так, r, r. И вот мы берем, изображаем здесь желоб. Жих. Жих. Вот, по этому желобу у нас может здесь скатываться наш шарик. Вот он. Угол между желобом и вертикалью у нас будет уголочек φ. И вот нас будет интересовать время, за которое наш как раз шарик, он спустится из этой точки А, наивысшей,
по этому желобу, то есть до вот этой окружности. Здесь, правда, нам чуть-чуть потребуется динамики, но я думаю, после первого занятия мы с вами уже привыкли, что у нас есть сила тяжести маленькая g, ну и вместе с этим нормально составляющая сила реакции опоры. Поэтому давайте я здесь возьму и распишу силы, которые будут действовать на наш шарик, ну и после этого я найду тогда ускорение, которое будет действовать на наш шарик. Так, во-первых, это будет, конечно, сила тяжести маленькая g вектор, потому что мы с вами располагаемся в вертикальной плоскости, вот, и у нас есть здесь g вектор. Это как нам уже обозначили, кстати, по условию задачи. Давайте изобразим. Вот у нас будет вектор g. Вместе с этим на нас будет действовать еще нормальная составляющая силы реакции опоры, которая нам не дает здесь упасть. И тогда давайте мы с вами запишем второй закон Ньютона. 2 за n. Второй закон Ньютона нам гласит, что масса на ускорение это есть, в свою очередь, сумма силы n и сила тяжести маленькая g вектор. Здесь, так как мы с вами еще не сильно изучали проекции непараллельных векторов оси, давайте я буду делать все это векторно. То есть я же понимаю, что у меня вектор ускорения А будет направлен вдоль вот этой поверхности, то есть вдоль желоба. Верно? Вот. Поэтому тогда я могу записать, что n плюс mg это будет такой векторный треугольник. n вектор. К нему мы прибавляем вектор g. Ой, только какой-то маленький треугольник, надо бы побольше. Кстати, мой вам совет, ребят, кто делает там домашки и так далее, или решает... Да что я там задеваю? Ладно, давайте сделаю по-другому. Ты, короче, провод. Да я вот так вот его просто сделаю, и все. А, можно так или оберни его 5 раз? Все, подправили. Вот. И что мы с вами здесь можем при этом видеть? Что у нас угол между силой тяжести mg и желобом будет уголочек φ. Но это то же самое, что угол между силой тяжести и ускорением. Поэтому я могу здесь указать наш уголочек φ. И что тогда я здесь вижу? Что так как у меня сила n, она будет перпендикулярна ускорению. Господи, какой ужасный рисунок. Ладно. Но формально здесь должен быть 90 градусов, потому что, видите, сила n, она у меня перпендикулярна ускорению. И что тогда? Я могу записать определение косинуса. Потому что, да, косинус φ говорит, что при лежащей кате на гипотенузу, это у меня будет косинус. А значит, я получаю масса на ускорение, деленное на mg, это будет косинус φ. Или аж отсюда я делаю вывод, что косинус φ это чисто а, деленное на g. Значит, тогда я получаю, что ускорение а выражается как g на косинус φ. Все. Напишите а маленькое, если вы согласны, как я получил этот результат. Почему там φ? Ну, согласен, что у тебя угол между силой тяжести и желобом равен φ. Потому что здесь у тебя вертикаль, здесь у тебя вертикаль, вот он желоб. Эти два угла, они соответственные. Напиши плюсик, если согласен. Экономист. Раз. Ты согласен, что здесь у меня угол φ, то мы с тобой видим, что угол между вектором ускорения и силой тяжести у меня уголочек φ. Видишь, у тебя вектор ускорения, смотри сюда, вот сила тяжести. Ну, вот у тебя ускорение, то есть прямая, на которой лежит твой вектор ускорения, вот он. Вот. А вот сила тяжести, то есть вот вертикаль. Угол между ускорением и вертикалью это φ. Угол между ускорением и вертикалью это уголочек φ. Все, это во-первых. Во-вторых, теперь же давайте мы с вами будем говорить про кинематику движения. Что мы с вами получили? У нас ускорение равняется константе, не меняется как по модулю, так и по направлению. Поэтому можно будет здесь еще записать следующее. Если я здесь веду вектор перемещения до нашего конца, вот у нас будет суммарный вектор перемещения до конца,
это будет вектор перемещения S-вектор, то этот вектор перемещения мы с вами пройдем за время t. Поэтому я тогда могу записать, что по формуле кинематики равноускоренного движения у меня S-вектор, это будет моя начальная скорость, v-вектор t0, плюс a-вектор на t в квадрате пополам. Но что важно здесь отметить, что у вас начальной скорости там не было. То есть это у меня выражается как 0, нулевой вектор. А значит, я делаю вывод, что вектор S у меня просто выражается как 1/2 от вектора А t0 в квадрате. Но что интересно, что я могу взять, навесить модули и получить, что просто значение моего вектора перемещения это просто будет как 1/2 АТ в квадрате. Только зачем я 0 поставил, если можно просто 1/2 АТ в квадрате? Господи, что происходит? Ну ладно. Так. 96-92 заканчивается. Я не знаю, что это за номер. Дай мне сюда, и все. Возьмем тогда вместе? Алло? Да, привет, у меня сейчас вебинар. Я тебе во время перерыва перезвоню. Да. Хорошо. Ага. Ой. Кто-то шутруется, да? Да, это мой друг. Все, продолжаем. Вот, я получил такой результат. Но при этом давайте мы с вами попробуем найти S третьим пунктиком. Как я могу найти S? Здесь важно отметить, что у вас, если есть какая-то окружность, вот у вас здесь диаметр, вот у вас центр О, то в чем прикол? Если вы проведете какую-то хорду, то угол между двумя этими хордами всегда будет 90 градусов, если этот уголочек опирается на диаметр. То есть давайте укажем, что как раз вот эта линия, она у нас проходит через центр О, является диаметром. Диаметр. Это мы с вами должны знать из геометрии. Ну и тогда я получаю, что если я здесь вот так возьму и продлю, то у меня и будет здесь уголочек 90 градусов между вот этими двумя хордами. Как я это сказал по условию. Ну а тогда я же могу заметить, что угол между этой вертикальной хордой и диаметром у меня будет уголочек φ. Верно? То есть вот моя хорда и вот мой диаметр. Ну и значит тогда я могу сказать, что вот эта сторона S большое. Здесь у меня сторона сбоку, она выражается как 2 радиуса. 2 радиуса. Опять я могу записать определение косинуса, верно? По определению косинуса φ я получаю, что отношение прилежащего катета к гипотенузе, это у меня будет косинус. Значит, это будет S, деленное на 2r. Здесь напишите мне кос, если вы с этим согласны. Ну и тогда отсюда я делаю вывод, что оказывается S у меня выражается как 2r на косинус угла φ. О, это приятно, потому что тогда могу сюда это подставить. То есть давайте мы с вами в третьем пунктике запишем, что S это 2r на косинус угла φ. Угу. Вот. Ну и что тогда? А с другой стороны это будет 1/2 АТ в квадрате. То есть с другой стороны это получается будет 1/2 АТ в квадрате. Значит, давайте я возьму и попробую выразить наше t из этого способа. То есть получается t в квадрате у меня будет выражаться как 4r. 4r. Где у меня эта штука? Это у меня будет 4r на косинус угла φ. 4r на косинус угла φ, деленное на ускорение а. Ну и что здесь самое интересное? Так, ребят, напишите оставшиеся там кос или хотя бы плюс, а то я начинаю переживать, что может быть кто-то здесь вылетел на этой геометрии. И давайте здесь еще поставим наше а маленькое, которое я уже выражал как g косинус φ. Я же не просто так это делал, просто вам показать какую-то геометрию. Нет, я делал не просто так. Потому что давайте поставлю сюда. Ведь я тогда получаю, что t в квадрате будет элементарно выражаться как 4r на косинус угла φ, деленное на g косинус φ, ребят. То есть получается у меня косинус, он и там, и там. Ну и тогда, как вы знаете, я могу взять косинус сократить и сказать, что у меня время t
будет высчитываться чисто как корень из 4r, деленное на g. Вот какой мы с вами получаем результат. И на что здесь особенно следует обратить внимание? Что у вас это время t, оно никак не зависит от этого угла φ. То есть нам без разницы, под каким углом мы с вами будем направлять этот желоб, мы все равно за время t пройдем из этой верхней точки до этой окружности. И поэтому особенно здесь появляется вот эта задача номер 2, о которой я сейчас вам и скажу. Но сначала давайте я здесь напишу вывод. То есть, следовательно, t не зависит от угла φ. А следовательно, какой бы угол ни был, какой бы угол φ не был, шарик за время t окажется на данной окружности. То есть, как бы вы ни пинали ваш шарик, например, вы возьмете и пнете ваш шарик вот в этом направлении, он все равно окажется здесь, также спустя время t, что и этот шарик. То есть здесь будет время t, ну и здесь будет также время t. Без разницы, как вы возьмете и пнете. Окей, здесь напишите мне ок, если вы с этим согласны. Так, давайте я только уберу условия задачи, она уже мешается. Жду от вас здесь ок, если с этим мы с вами разобрались. Это вот главная фишка этой задачи. Угу. Почему еще раз от этого никак не зависит от угла φ? Потому что вы его видите здесь. У вас зависит только от радиуса r. То есть у вас получается время определяется только вот этим радиусом окружности. Если радиус будет поменьше, то просто спустя время там какое-то другое, у вас все шарики будут образовывать некоторую другую окружность. Угу. Так, давайте тогда некоторую часть здесь возьму, сотру. Вы пока можете, если что, записать вопрос, либо написать какой-то минус, вдруг там что-то не то. Так, чтобы мне здесь стереть, просто мне было условие задачи добавить. Ну ладно, давайте я пока условие задачи возьму, номер 2. И покажу, что смотрите, во второй задаче что написано. Из точки А по спицам с разным наклоном одновременно начинают скользить без трения маленькие бусинки. На какой кривой будут находиться бусинки в момент времени t? Эта задача является полным просто следствием вот этой данной задачи. То есть номер 2. Получается, что вы фиксируете какую-то точку А. Ладно, я написал точку О. Какую-то точку А. Вот она будет наша точка А. Так, точка А. И направляете спицы во всевозможные направления. Жунь, жунь, не знаю тут еще. Жунь и жунь. И что мы тогда получаем? Что если по всем этим спицам мы начинаем распускать наши шарики, то, как мы с вами поняли из предыдущей задачи, за время t ваши шарики будут образовывать здесь окружность. Окружность. Ой. Надеюсь, у меня получится изобразить окружность. Ну, где-то так. То есть формально так. Во, вот так будет получше, да. То есть за время t все мои шарики окажутся на вот этой окружности радиуса r. Вот такой интересный здесь есть моментик. Вот. Мы можем указать, что радиус этой окружности у нас, например, будет какой-то там r большое. Ну и получится, что за время t будет равное как 4r на g. Спустя это время мы окажемся именно на этой окружности. Ну или еще можно также выразить радиус r. Если, например, вы напишите, что t в квадрате g деленное на 4, это будет в свою очередь как r большое. То есть это будет зависимость радиуса
этой окружности, на которой будут располагаться все эти шарики, спустя время t. Окей? То есть здесь будет шарик, здесь будет шарик, здесь будет шарик, здесь будет шарик, здесь, здесь, здесь. Ну как, напишите 20-очку, если с этим мы с вами разобрались. Если мы поняли, что, оказывается, наши шарики будут образовывать окружность, если мы с вами их будем пускать по спицам во всех возможных направлениях с этой точки А. Угу. Ну и заодно скажите, как вам эта идея вот такая вот интересная? Как вам вот такой вот маневр? Так, я пока давайте буду все стирать, и мы с вами вместе тогда будем решать задачу номер 3. Я так могу сказать, на самом деле на этой задаче, что мы только что с вами решили, строится задача номер 9 с предыдущего вебинара из домашки. Вот. Именно на этой идее. Сам честно скажу, вот вам там прикреплял задачу номер 9 к прошлому вебинару и писал, что эту задачу мне дали на регионе в 10 классе. Я так вам могу сказать. Был интересный момент, что задачу, которую сейчас мы с вами будем решать, я ее решал перед регионом. Я ее прям решал, вот мне вот так повезло, что перед регионом я решал. Но я ее решал другим способом. То есть я ее решал через дифференцирование, а не через этот метод, что я вам сейчас покажу. И поэтому, когда я был на самом регионе, я тоже начал методом дифференцирования. То есть я начал искать производную, там ее приравнивать к нулю и так далее. Но у меня это не получилось, потому что там была огромная, ужасная математика, просто ужаснейшая. Там нужно было очень много писать. И задача ориентировалась именно на вот этот способ, который я здесь вам показываю. Вот. Это было забавно. Поэтому я получил за ту задачу неполный балл. Я за нее вроде получил 8 из 12. За свои производные. Вот. Но это забавно вышло. Но, надеюсь, теперь вас так не подловят, потому что вы теперь шарите. Ну, раз это уже было на регионе, то почему бы это на Росатом не дать? Спокойно. На Росатом подойдет что-то типа такого. Тем более, знаете, Росатом просто обожает брать задачи с Савченко. Просто вот очень любит. Прям мега любит. Так что если они это возьмут в ваш год, то считайте, что вы кайфанули. Так, вжух, 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 вжух. Вот, продолжаем. Тогда теперь решаем задачу номер 3. Вот, поехали. Под каким углом к вертикали должен быть направлен с точки А гладкий желоб, чтобы шарик соскользнул по нему на наклонную плоскость за наименьшее время? Важно, за наименьшее время. И при этом давайте обратим внимание, что нам в условии сказали, что именно из точки А. То есть у нас точка А фиксирована. Желоб может менять свое значение длины. То есть еще раз, точка А фиксирована, а желоб может менять свою длину. Это, наверное, сложно здесь понять, но оно так. То есть мы выбираем желоб произвольной длины, но точка А у нас фиксирована. В этом смысл этой задачи. Вот. Да, поехали. Что нам известно? Здесь нам известен только угол φ. Мы хотим найти уголочек альфа. Но если быть точным, здесь номер 3. Так, давайте тогда сделаем рисуночек. У нас будет горизонтальный кусок прямой. Жух-жух-жух. Ну и, конечно, я еще также здесь изображу вот эту наклонную плоскость. Здесь будет уголочек φ. И мы теперь будем пускать наш шарик из фиксированной какой-то точки А. И мы можем пускать наши шарики из фиксированной точки А во всевозможных направлениях. То есть мы желоб можем направлять так, можем направлять так, 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 как угодно. То есть у нас точка А фиксирована, а сам желоб мы можем менять свою длину, можем менять направление и так далее. И какая-то здесь идея. Давайте мы сразу будем пользоваться нашей первой задачей, которую мы с вами зарешали. И тогда мы с вами говорим, что если мы возьмем и представим мысленно вот такие вот спицы, которые будут проходить
из точки А во всевозможных направлениях, и пусть этих спиц будет бесконечно много, то за время t шарики, испущенные из точки А, образуют окружность. Радиуса r. И давайте воспользуемся первой задачей, где мы с вами показали, что этот радиус r у нас будет высчитываться как 1/4 от gt в квадрате. То есть получится, что у нас спустя время t, если мы с вами будем пускать шарики во всевозможных направлениях, просто во все возможные направления, то спустя время t наши шарики окажутся именно на этой окружности. Здесь напишите А, если с этим согласны. Что еще раз, если мы с вами пустим шарики из этой точки во всевозможные направления, вниз, вверх, вправо, влево, куда захотите, то они окажутся на этой окружности радиуса r, который выражается как 1/4 gt в квадрате. Потом подождем еще, наша окружность увеличится. Правильно? И когда мы с вами впервые достигнем нашего клина, а в момент, когда наша окружность, она коснется нашего клина, то есть получается, еще ждем, бац, мы с вами коснулись этого клина. Это будет наш первый момент времени, когда мы с вами коснемся этого клина, то есть это будет момент времени t0. И уже начиная с других моментов мы всегда будем попадать уже на наш клин во всевозможных там штуках. То есть если там уже больше изображать, то вот. Мы уже 100% и здесь, везде уже точно попадем. Но самое главное, что первое наше касание произойдет здесь. То есть минимальное время, спустя которое мы с вами сможем попасть на наш клин, если будем пускать шарики во всевозможных направлениях, это спустя время t0. То есть вот такого радиуса наша будет окружность. Ну, здесь будет какой-то свой диаметр, давайте обозначим как d0. Поэтому давайте здесь напишем следствие, что впервые еще раз мы решаем задачу при условии, что пусть у нас, ну мы сами мысленно говорим, что пусть у нас из точки А начинают ехать шарики во все возможные направления. Поэтому впервые шарики дотронутся клин, если окружность будет касаться этот клин. Если окружность будет касаться клин. Будет касаться клина. Что там? Там шарики дотронутся, да? Да, шарики. Ну я побуду русичкой сегодня, потому что шарики что сделают? Дотронутся, да, что сделают, согласен. Вот. И поэтому мы можем сами как раз изучить этот, рассмотреть этот случай. То есть вот она будет окружность. Здесь мы с вами будем касаться нашей наклонной поверхности. Здесь будет уголочек φ. А значит, за какое минимальное время, ну или, как бы это сказать, а значит, мы должны привести вот сюда вот эту хорду. Получается, по этой хорде раньше всего наш шарик достигнет вот этой наклонной поверхности. Но этой хордой и будет являться в нашем случае как раз вот этот желоб. Можем его и обозначить. Желоб. Вот. Тогда остается провести вот такую вертикаль и найти уголочек альфа между вертикалью и нашим желобом, потому что мы ищем именно этот уголочек альфа, при котором мы с вами достигаем нашу наклонную поверхность за минимальное время. Ну, в данном случае я обозначил, что это будет время t0.
Ой, ну а как с этим разобраться? Ну, на самом деле, здесь уже легко. Мы с вами понимаем, что у нас, если проведем вот так вот радиус, то именно радиус у нас будет перпендикулярен нашей наклонной поверхности. То есть радиус у нас перпендикулярен наклонной поверхности. Тогда давайте попробуем, наверное, продлить нашу наклонную поверхность, наш радиус. Получаем, здесь у нас будет 90 градусов, а значит здесь будет уголочек 90 минус φ. Вот. А что тогда? Тогда у нас будет угол между вертикалью и этим радиусом как φ. Потому что если я здесь вот так вот продлю, вот такую вертикальную линию, то у меня же здесь будет уголочек φ. Все, тогда получаю, что здесь угол φ между этим радиусом и вертикалью. Значит, здесь у меня должен быть уголочек в 2 раза меньше, чем φ. То есть у меня альфа будет тогда выражаться как φ пополам. Это является напрямую следствием из нашей теории по окружности. Перпендикуляр, я перпендикуляр изобразил, вот наш радиус. То есть радиус является перпендикуляром. Вот и все. Поэтому вот мы с вами нашли угол, при котором минимальное время будет достигнуто. Давайте я вкратце повторю наше решение. А пока напишите мне, пожалуйста, альфа, если вы согласны с тем, как я это в свою очередь изобразил. То есть решение строится именно за счет вот этой окружности. И та самая 9-я задача, она строится именно за счет этой идеи. Фух, честно скажу, мне не понравилось, как я объяснил. Я буду думать, как еще здесь объяснять. Угу. Давайте еще раз пробегусь, вкратце. Нам нужно найти тот угол нашего желоба, при котором мы достигнем нашу наклонную поверхность за наименьшее время. При этом мы с вами договорились, что давайте мы с вами будем пускать из точки А шарики во всевозможные направления. То есть сюда, 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 во всевозможные направления, куда захотите. Вы будете пускать ваши шарики. Тогда за время t мои шарики будут образовывать окружность. Правильно? Некоторого радиуса, где радиус будет определяться вот таким образом. Получается, сначала мы с вами достигнем вот этой окружности, потом этой. А потом мы с вами достигнем окружности этой, где мы с вами впервые, то есть какой-то там шарик впервые сможет коснуться наш клин. И если я, например, рассмотрю окружность большего радиуса, то что получается? Спустя время t, которое будет больше, чем t0, мы с вами, конечно, достигнем наш клин в этих точках. Но это время будет больше, чем t0. Оно будет больше, чем t0. Потому что раньше мы с вами достигнем именно в этой точке. Это будет момент времени t0, когда мы раньше всего достигли нашего клина. Вот. Поэтому я и рассматриваю тот случай, когда у меня окружность будет касаться моего клина. Я тогда изображаю мой перпендикуляр в виде радиуса и изображаю уже все наши уголочки. Так, здесь напишите 2 плюсики, если окей, и минус, если реально не окей, потому что у нас побольше будет, чем 2 человека. Фух. Да, тяжеловато для объяснения. Так, как там остальные? То есть еще раз, пускав все эти шарики во всевозможных направлениях, впервые мы коснемся именно здесь. То есть двигаясь по вот этой прямой или по вот этой спице, на шарик он дотронется нашего клина раньше всех, чем остальные. Дайте мне визуализировать. Сейчас я сделаю. Давайте моя финальная будет проба на объяснение. Вот у вас точка А, вы проводите желобы всевозможным способом. Вот так проводите желоб, вот так, вот так, вот так, вот так. Желобы в всевозможных направлениях, правильно? И начинаете пускать ваши шарики по всем этим желобам одновременно. По всем желобам одновременно. Что тогда мы получаем? Что спустя время t наши шарики будут лежать на вот этой окружности. То есть мои шарики будут располагаться здесь, 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 здесь.
Еще подождем. Наши шарики окажутся здесь. То есть они окажутся в этих точках. Это если мы с вами изобразим желобы вообще во все возможных направлениях. Ну и получается, у нас же будет момент времени. Вот он. Когда мы с вами впервые коснемся этой наклонной плоскости этой окружности, это значит, что в этой точке будет шарик, который первый достигнет. То есть у меня будет здесь такой священный желоб, по которому мой шарик впервые дотронется моей наклонной плоскости, потому что все остальные шарики, они еще не долетели. Видите, все остальные шарики еще не дошли, им потребуется еще время. А здесь у меня был, именно по этому желобу у меня достиг самый первый мой шарик, когда у меня окружность начала касаться моей наклонной поверхности. Я думаю, теперь стало понятнее. Я уже понял. Все, вот теперь это должно быть понятнее, я иду дальше. Фух. Так, мне нужна точно вода. Знаете, что я понял? Второй вебинар подряд, он идет сложнее. Это идет сложнее. Ну ладно, будем справляться. Я-то сделаю сейчас просто максимально жесткий трюк, чтобы мы с вами смогли круто все заботать. Это я возьму, с собой принесу воды. Ой, фух. Поехали дальше. Ой, да. У меня была летняя школа ЕГЭ. До этого я сейчас 2,5 часа вел летнюю школу ЕГЭ. То есть у меня сейчас с вами, знаете, как будет? 2 недели подряд я буду до вас вести летнюю школу ЕГЭ. Вот, это будет, конечно, весело. Меня там просто бывало некоторые вопросы удивляли. Просто жесть. Я в жизни не думал, что бывают такие вопросы, оказывается. Да. Ладно. Самое интересное, знаете, я вот до начала вебинаров по векторам, или вот до сегодняшнего вебинара летней школы ЕГЭ, я писал Андрею Николаевичу и спрашивал, а как объяснять проекции. То есть как можно объяснить проекции. Потому что, как я знаю, ребятам очень сложно ориентироваться с этими косинусами, синусами и так далее. Самое забавное, что получается мне, он ответил немножко так, что типа синус, косинус в 8 классе проходили, так что им должно быть нормально. Просто возьми вот это, расскажи, и все с кайфом. Я такой, ну да, но нужно чуть-чуть еще вот это дополнить. Вот, то есть мы там прям пообсуждали вот эти моменты. Все, с этим готово. Поехали. Вопросы? Ну, вопросы 10 часов. Я максимум пока вел 10 часов в день. Вопросы давайте в другое время. Ну, в плане того, что там задавали, это их вопросы. Давайте мы с вами сейчас перейдем как раз к олимпиадной физике. Фух, я выдохнул. Все, жесть какая-то прошла, я сам отвлекся. Фух. Готовы? Готовы. Все, давайте зарядимся этой бодростью. И тогда перейдем к нашей новой теме. Наша новая тема — это баллистика. 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 Все. К этой баллистике, ребят, нам очень потребуется сейчас понимание того, как проецировать вектора на оси, где эти вектора будут не параллельно оси. Поэтому, может быть, кому сейчас будет чуть-чуть скучно, но все-таки пару слов я про это скажу. Буквально пару слов, окей? На всякий пожарный. Вдруг есть ребята, которые не знают, как проецировать. Может быть, у нас просто есть восьмиклассники, которые даже не знают вектора. И они проходят вместе с нами. Поэтому давайте вкратце. Вот у нас есть ось X. Мы с вами уже знаем, как проецировать вектора, которые у нас будут параллельны нашей оси. Правильно? И давайте я рассмотрю тот случай, когда у меня будут вектора не параллельны моей оси. То есть я изображу раз вектор, вектор А. И изображу два вектора, вектор B. Как, в свою очередь, я буду искать проекции этих векторов на оси X и Y. Первое, ребят, первое. Я должен взять и опустить перпендикуляры из начала и конца наших векторов. То есть я беру здесь, опущаю
опускаю перпендикуляры. И строю так называемые вспомогательные вектора. То есть вектора, идущие вдоль оси, и при этом в направлении, как и наш вектор А. То есть у нас начало нашего вспомогательного вектора, или я его еще буду называть как вектор-помогатор, начало его будет совпадать как бы по основанию с вектором А. И аналогично здесь. И давайте я его буду называть как AX-вектор. Аналогично я здесь могу взять и провести такой вектор-помогатор, как вектор BX-вектор. Эти вектора давайте я назову как вектора-помогаторы. AX, BX, вектор-помогатор. Вектор-помогатор. Но если вас интересует реальное название этих векторов, они называются как векторные проекции. То есть AX — это векторная проекция вектора А. BX — это векторная проекция вектора B. То есть это проекции, которые сами еще имеют направление. Здесь очень важно не путать, что у вас есть числовая проекция, а есть векторная. Числовая проекция — это просто число, которое мы с вами как раз хотим здесь и найти. А это векторная проекция, это вектор. Но, чтобы не путаться лишний раз, давайте я буду их называть как вспомогательными векторами, как вектор-помогатор. Окей? Но мы с вами будем знать, что на самом деле по правде они называются как векторные проекции. Векторные проекции. Это если говорить по правде и по чесноку. Вот. Тогда как мы с вами будем искать проекции наших векторов А и Б? Для этого нам сначала нужно понять, сонаправлены наши векторы-помогаторы с осью Х или нет. То есть смотрите, вот у меня есть AX и есть у меня BX. Это проекция моих векторов А и Б на эту ось Х. Чтобы найти проекцию вектора А на ось Х, я должен сначала посмотреть, куда у меня смотрит вектор-помогатор. В данном случае он смотрит туда же, куда ось Х. То есть я могу записать, что это у меня будет плюс. Что дальше, я напишу. Но, что самое ключевое, что здесь мы с вами пишем плюс, если у меня вектор-помогатор, он сонаправлен с осью Х. Теперь идем BX. В данном случае мы сначала пишем минус, потому что вектор BX смотрит против оси Х. Пишем минус. И указываем, что у нас BX вектор направлен против оси Х. И потом мы ставим модуль нашего вектора-помогатора. То есть это будет модуль AX вектор и модуль BX вектор. То есть наши проекции векторов А и Б на ось Х, они выражаются как плюс-минус модули наших векторов-помогаторов. Где плюс мы ставим, если вектор-помогатор сонаправлен с осью Х, минус, если вектор-помогатор направлен против оси Х. Окей? Поэтому этим давайте мы с вами здесь и воспользуемся. Вот, только вначале мы немножечко еще также вспомним математики. То есть, если у нас, например, есть какой-то треугольник, и, например, нам будет известен здесь уголочек альфа, здесь сторона С, здесь сторона А, здесь сторона Б, то мы давайте с вами вспомним, что такое синус. Синус угла альфа — это отношение противолежащей стороны к гипотенузе. То есть это будет отношение А к С. Угу. Ну и отсюда, кстати, можно будет показать, что наша сторона А, она просто выражается как С на синус угла альфа. То есть, чтобы найти, получается, противолежащий катет, нам нужно просто взять гипотенузу, помножить на синус этого угла. Что же можно сказать про косинус? Косинус угла альфа. Это отношение прилежащего катета B к нашей стороне С. А значит, тогда я получаю, что B маленькое, это будет С на косинус угла альфа. То есть, чтобы найти мне прилежащий катет, мне нужно просто взять мою гипотенузу и помножить на косинус. То есть С я помножаю на косинус угла альфа. Здесь очень легко это запомнить из тех соображений, что
у нас всегда косинус, он связан с прилежащим катетом. А значит, чтобы найти прилежащий, мы просто берем гипотенузу и помножаем на это косинус, с косинус альфа. А здесь у меня будет с синус альфа. Именно этим я сейчас и хочу воспользоваться. Это вектор assistant или вектор helper? Да, я согласен, это вектор helper. Вот. Просто я в одно время, когда катал у своего друга домашку по плюсам, ну, по C++, по проге, он там обозначил одну функцию как функция-помогатор. Мне это очень зашла идея. Да, там очень фигово с дифференцированием, поэтому я рад, что все разобрались. Вот, и теперь давайте использовать эту теорию. Смотрим, как мы с вами можем выразить модуль нашего AX. Если мы с вами знаем, что угол между вектором А и осью X у нас выражается как альфа. Тогда я беру, провожу горизонталь. И получаю, что модуль AX это же будет длина просто вот этой стороны, правильно? То есть длина этой стороны это есть модуль AX. Ну а как ее можно найти? Здесь самое ключевое просто вспомнить, что у нас же слева, вот здесь вот уголочек альфа. А значит, так как длина нашего вектора А это есть А маленькая, то прилежащий катет выражается как просто произведение гипотенузы на косинус. В данном случае я пишу, что это будет А маленькая на косинус угла альфа. Значит, здесь я могу подписать, что наша проекция на ось X, AX, она выражается как плюс длина вот этой нижней стороны, то есть А на косинус альфа. А на косинус угла альфа. Здесь напишите плюсик, если с этим согласны. Погнали дальше. Теперь я должен найти модуль BX, при условии, что я знаю, что здесь у меня образуется уголочек бета. Это острый угол между вектором B и осью X. Потому что у меня еще есть, как вы видите, тупой угол. На самом деле угол между вектором B и осью X это есть вот этот тупой. Но я говорю острый угол между вектором и осью. Вот он, бета. Аналогично. Давайте я возьму и проведу такой перпендикуляр. Только мне сначала жижа должна записать. Давайте пишем. Бам. Получаем, что длина вектора BX это есть длина вот этого нижнего катета. Но в данном случае мы с вами знаем, что угол между вектором B и этим катетом у нас выражается как бета. А поэтому тогда я могу записать, что длина этого нижнего катета выражается как произведение гипотенузы на косинус этого угла. То есть это будет b маленькая на косинус бета. Тогда здесь и подставляю, что bx, то есть проекция вектора b на ось x, это будет минус b на косинус угла бета. Здесь напишите минус, если с этим также согласны. И что важно здесь теперь для нас понять? Что, ребят, проекция вектора А и Б, она ищется так, как плюс-минус произведение модуля нашего вектора на косинус острого угла между вектором и осью. Я пробовал всевозможные варианты, и, как я понимаю, нужно попробовать этот. Мне кажется, он наконец-то должен уже сработать, чтобы люди не путались. Еще раз. Проекция вектора А определяется как плюс-минус произведение модуля нашего вектора на косинус острого угла между вектором и осью. И тогда давайте сразу попробуем понять, чему будет равна проекция вектора А, например, на ось Y. Действуем аналогичным образом. Сначала пробуем понять, куда у нас будет направлен вектор-помогатор. Изображаю. Раз, два, и получаю, здесь у меня будет вектор-помогатор. Это будет у нас AY. Но давайте я не буду дальше подписывать там каким-то образом, потому что нам просто нужно понять, куда он направлен. В данном случае мы с вами видим, что вектор-помогатор смотрит туда же, куда ось Y. А что это обозначает? Это обозначает, что я здесь ставлю плюс. А потом я пишу произведение модуля моего вектора на косинус острого угла между вектором и осью. Где у меня острый угол между вектором и осью? Так вот, он здесь спрятался. Давайте мы его с вами сейчас укажем. Вот он, наша лапочка. И в свою очередь, чему он будет равен? Это будет уголочек 90 минус альфа.
То есть, как вы видите, угол между вектором А и осью y это 90 минус альфа. А значит, тогда я здесь поставляю произведение А на косинус угла 90 минус альфа, то есть острого угла между вектором и осью. Но, что важно здесь вспомнить, что косинус 90 минус альфа у нас всегда равен синусу. Вы можете меня спросить, откуда, почему? А давайте посмотрим сюда. Смотрите, если я здесь изображу вот этот уголочек 90 минус альфа, и для него запишу косинус. Косинус 90 минус альфа. То по определению это будет отношение прилежащего катета к гипотенузе, то есть А маленькое к С маленькому. Но с другой стороны, у нас же А маленькое к С маленькое это синус. А это и будет наш АС. Значит, я делаю вывод, что косинус 90 минус альфа у меня просто равен синусу альфа. Ну как вам? И тогда я получаю, что проекция моего вектора А на ось y это будет плюс А на синус альфа. Аналогично можно будет сказать про вектор b. Все, то есть вкратце про вот эти основные вещи я сказал. Здесь напишите мне та 15, если мы с вами поняли, как нужно будет искать проекцию векторов А и b на оси x и y. Этим мы с вами сейчас максимально будем просто практиковаться сразу на задачах по кинематике. Тем более, что вы уже видите первую задачку. Угу. Что заодно хотелось бы вам здесь напомнить? Заодно хотелось бы вам напомнить некоторую математику все-таки. Тоже, заодно. Там, как там остальные, напишите та 15, если мы все осознали. И давайте чуть математики еще мы с вами вспомним. Это разные теоремы. Теоремы. Во-первых, давайте мы с вами узнаем или вспомним теорему косинусов. Теорема косинусов. Я обозначаю таким образом. Что это за теорема такая? Она очень может упрощать жизнь. А каким образом? Например, нам будет известно, что здесь сторона А, здесь сторона Б, здесь у нас, например, будет сторона С. Напротив стороны С у нас будет уголочек альфа. И если, например, мы с вами знаем сторону Б, знаем сторону А и знаем уголочек альфа, то оказывается по ним можно найти сторону С. Каким образом? Это будет гласить теорема косинусов. Она скажет, что оказывается С в квадрате у нас выражается как А в квадрате плюс Б в квадрате минус 2АБ на косинус угла альфа. Я прошу обратить внимание на эту формулу. Она очень-очень важна будет для нас сегодня. Но при этом, кстати, отметим, что при альфа, выраженном как 90 градусов, мы с вами получаем, что косинус у нас будет равен нулю, то и получается, что c в квадрате это будет а в квадрате плюс b в квадрате. То есть у меня теорема Пифагора является напрямую следствием моей теоремы косинусов. Вот. И финальная теорема синусов. Это была теорема косинусов, там будет теорема синусов. Не обязательно наибольшее, просто c это какая-то противоположная сторона. То есть, еще раз, у тебя здесь происходит как раз-таки просто противоположная сторона, она выражается как а в квадрате b в квадрате на косинус, минус аб косинус альфа. Ты то же самое, например, можешь сказать для этого уголка. То есть, если его обозначишь как бета, то ты можешь написать, что b в квадрате это будет сумма квадратов двух этих других сторон, то есть а в квадрате плюс c в квадрате минус 2ac на косинус бета. То есть, видишь, для стороны и угла напротив него, то есть, видишь, сторона b, это есть сумма квадратов других сторон минус 2ac на косинус противоположного угла. Вот, поехали теперь к теореме синусов. Вот теорема синусов. Только что-то он похож на прямоугольный треугольник, он у меня должен быть каким-то вообще произвольным. Так, изображаем тогда произвольный этот треугольничек. Давайте.
Ой. Ну вот как-нибудь так попробуем. Здесь нам будет известен уголочек альфа, здесь нам будет известен уголочек бета, а здесь нам будет известен уголочек гамма. А если говорить про стороны, то пусть здесь у нас будет сторона А маленькая, здесь сторона Б маленькая, здесь сторона С. То тогда, оказывается, теорема синусов будет гласить следующее. Что? А, деленное на синус угла альфа, то есть А, деленное на синус угла альфа, это у меня будет чему равняться? Это будет равняться b, деленное на синус угла бета, то есть отношение b к синусу противолежащего угла. И это у меня еще также с другой стороны будет выражаться. Как? Где у меня оранжевый мел? Вот он. Как отношение c к синусу угла гамма. То есть c, деленное на синус угла гамма. Но я даже больше скажу, это все будет равняться двойному радиусу, описанный около этого треугольника окружности. То есть здесь, не знаю, могу ли я это сделать. Вот, окружность там радиуса r большое. Это что будет говорить нам теорема синусов. Вот этими двумя вещами мы сегодня будем максимально пользоваться. Окей? Так, вы пока мне напишите, пожалуйста, девяточку, если мы с вами с точки зрения теоремы косинусов, теоремы синусов разобрались. Вот, конспектирование. Ну, если ты вчера законспектировал, понятное дело, то не успеваешь, потому что я ориентировался на то, что вчера как раз вы домашку зарешаете, а может быть, некоторые успеете до сегодняшнего дня. Вот. Но лучше, конечно, идти последовательно, то есть пробуй, если получится догнать, то догоняй, а так идти лучше просто последовательно, потому что весь материал, который выдается, он идет последовательно. Все, жду от вас девяточку, это прекрасно. И пойдем к баллистике. Сколько у нас с вами времени прошло? Давайте мы сделаем с вами коротенький перерывчик, наверное, перед баллистикой. И тогда начнем. Окей? Потому что та задача какая-то меня сильно сбила, еще этот гром, все это как-то навалилось, что я такой что-то в абстракции. Мне нужно прийти в себя, чтобы я у вас был эмоциональный, чтобы я у вас это что-то живчиком был. Это какой-то не живчик. Перерывчик где-то всегда 8-10 минут. То есть 8-10 минуточек. Поэтому давайте как раз-таки в 15:09 мы с вами продолжим. Окей? Так, вопрос по окружностям. Рассматривая окружность, можно назвать окружность отображающую. Отображающую что? Что именно? Да. Множество движений шаров, наверное. Множество движений шариков по желобам. То есть, можно сказать, окружность, отображающая множество движений шариков по желобам. Наверное, вот так лучше написать. Все, поехали на перерывчик. Я буду восстанавливаться, то как-то. Все, я вернусь бодреньком. И вы тоже. Поехали, перерыв.
Все, давайте продолжать. Напишите плюс семерочки, если меня видно и слышно. Фух, я, знаете, как-то так вот взбодрился, готов. Я думаю, вы тоже теперь готовы. Напишите по 10-бальной шкале, насколько вы готовы. Так, где у меня маркер, который нормально пишет? Я что, унес, что ли? Как это работает? Да, секунду. Я схожу в другую комнату. Наверное, я сюда оставил свой маркер. Нет. Ладно. Будем считать, что это тот, что нужно. Хотя очень странно. Ладно, давайте тогда так продолжать. Все, 1000 есть. Погнали. Тогда у нас с вами будет сейчас задача сначала на некоторую базу. То есть, смотрите. Сначала будет сейчас база по баллистике. То есть мы с вами полностью рассмотрим движение под углом к горизонту. И рассмотрим два способа решения, как раз аналитика и геометрия, чтобы мы с вами привыкли к этим вещам. Потом мы с вами изучим всякие разные фишки интересные на тему векторных треугольников, скоростей и перемещений. И после этого начнем дальше жестко отрешивать задачи. То есть такой будет сейчас план. Поэтому поехали сначала к базе. База такая, номер 1. С горизонтальной поверхности Земли под углом альфа к горизонту бросают камень. Начальную скорость v0. Определите, первое, скорость v маленькая, наивысшая точка подъема. Второе, время подъема t под. И максимальную высоту подъема h. Легко, интересно, кайфово. Номер 1. Так, поехали. Нам известна начальная скорость, уголочек альфа. И хочу найти v маленькая, время подъема. И третье, максимальную высоту h подъема. Давайте. Что самое ключевое мы с вами должны знать при движении в поле тяжести Земли? Как вы помните, по мере того, как мы с вами двигаемся в поле тяжести Земли, на нас будет действовать одна единственная сила тяжести, МЖ. А это значит, что, как мы с вами получили из предыдущего вебинара, по второму закону Ньютона мы с вами получаем, что сумма всех сил, действующих на наше тело, это будет масса на ускорение. Значит, мы получаем, что масса на ускорение это есть МЖ, массу сокращаем, получаем А равняется G. То есть у нас в каждый момент времени ускорение равняется G вектору. Ну и тогда давайте изобразим нашу горизонтальную поверхность. Вот. И начнем ее решать, эту задачу. Бросаем мы с начальной скоростью v0 вектор и под углом альфа к горизонту. Важно понимать, ребят, что когда вы двигаетесь с постоянным ускорением, то если у вас это ускорение, оно сонаправлено, ну или оно параллельно начальной скорости, то тогда у вас будет движение вдоль прямой. То есть если у вас вектор ускорения, он сонаправлен с вектором начальной скорости, то у вас будет равноускоренное движение, при котором ваша скорость будет расти, вы будете двигаться прямолинейно. Если же противонаправлен, то вы будете двигаться так, что скорость будет расти, а потом поменять свое направление. Но при этом вдоль прямой. А если же ускорение будет не параллельно вектору начальной скорости, то тогда вы будете двигаться по параболе, где ось симметрии этой параболы будет параллельно вектору ускорения. Об этом мы с вами еще будем много раз говорить, но как минимум сразу здесь мы с вами можем отметить, что при броске под углом к горизонту, так как у нас вектор g будет равен константе, то есть у нас ускорение свободного падения это будет равняться нашему ускорению, то мы с вами будем двигаться как раз по параболе. Вот. Только нас интересует здесь наивысшая точка подъема. Так, давайте вот эту скорость v1 вектора я, ладно, здесь обозначил. То есть это скорость, которую мы с вами здесь приплюснимся к этой поверхности. Но самое ключевое, это то, что у нас будет происходить при подъеме на максимальную высоту h. Так, давайте укажу, что мы с вами здесь двигаемся с вектором g. Ну и вместе с этим, конечно, максимальная высота подъема h большое. Так, вопрос к вам. Равна ли у меня скорость в наивысшей точке подъема равна нулю? То есть она равна ли нулю? Потому что мне в основном все поголовно всегда говорят, что в наивысшей точке подъема у нас скорость всегда нулевая. Но вот вопрос к вам. Это правда или нет? Нет. Почему так? Потому что, например, если вы представите какой-то мелочек или, не знаю, там какой-то маркер. Вот, например, я взял маркер. Я вот могу взять и этот маркер пнуть туда. Пиу. Он полетел по такой траектории.
И как раз таки за счет того, что у него здесь скорость не нулевая, он продолжает здесь двигаться. Если бы она у него здесь была бы нулевой, он дальше просто начал бы двигаться вниз. То есть вот у него здесь скорость 0, значит он остановился и все, он дальше идет вниз. Значит у него должна быть какая-то не нулевая скорость. И вот она в свою очередь будет направлена горизонтально вправо. И будет это v маленький вектор. И вот эту скорость v маленькая я и хочу найти. Ну и конечно давайте обозначим, что наш вектор перемещения изначального положения в это конечное положение это будет вектор s. Господи, как ты скрипишь. Что с тобой? Не скрипи. Вот только у золотого маркера какая-то жесть, он начинает скрипеть, бывает. Вот, это будет вектор s. И достигли мы этот вектор s за время t подъема. Угу. Опс. Вот. Тогда, что можно будет сказать про эти скорости? Да, она будет равна v0 на косинус альфа, но об этом мы с вами как раз сейчас поговорим. Давайте мы с вами сначала запишем нашу связь скоростей через формулы кинематики равноускоренного движения. То есть у нас вектор, это будет v0 вектор, плюс вектор g на t. Подъем. То есть такой вектор v это будет вектор v спустя время t подъема. И решим теперь нашу задачу для v маленького t подъема двумя способами. Через аналитику и через геометрию. Давайте, наверное, сначала через геометрию. Геома. Как это будет отображаться? Смотрите, у нас есть вектор v. Он, в свою очередь, складывается из v0 и g подъема. Значит, я должен изобразить v0. Только мне кажется, я его должен изобразить так побольше, чтобы у нас рисунок был нормальный. Так. Ой, давай-ка вектор v. Вот он, вектор v. К вектору v прибавляем g подъема. Он у нас будет смотреть вертикально вниз, потому что вектор g у нас смотрит вертикально вниз. И тогда я получаю суммарный вектор v, который, как мы с вами видим, он будет направлен горизонтально. Но сейчас уже должно быть теперь нормально. То есть, как я вижу, он стал нормальным. Вот. Что при этом важно здесь отметить? Что у вас вектор v0 с горизонталью, он образует уголочек альфа. Значит, здесь я и могу отобразить уголочек альфа. При этом я буду знать, что у меня g смотрит вертикально, а скорость v маленькая у меня будет горизонтально. Значит, gt под и вектор v, они будут перпендикулярны друг другу. Тогда у меня здесь образуется прямоугольный треугольник. И, на самом деле, я так скажу, мы можем записать косинус, синус для этого прямоугольного треугольника. То есть, во-первых, давайте запишем косинус. И получаем, что это будет отношение v маленького к v0. И как вы видите, я получаю сразу значение для v маленького, что это будет v0 на косинус альфа. Получили. Теперь идем другим способом. Синус. Синус альфа. Это будет отношение gt под, деленное в свою очередь на v0. Потому что v0 у нас является гипотенузой. Делим на v0. Отсюда я мгновенным образом нахожу t подъема. То есть у меня получается, что t под выражается как v0 синус альфа, деленное на g. И вот мы с вами сходу ответили на первые два вопроса этой задачи. Что, кстати, хотелось бы, наверное, дополнительно отметить, что если бы нам не сказали бы уголочек альфа, то есть давайте по скриптум я это напишу, что если бы альфа не знали, но знали t под, то мы могли бы записать теорему Пифагора для данного треугольника и получить, что у нас v маленькое в квадрате плюс g на t подъема в квадрате, это будет v0 в квадрате. Вот, такое интересное можно было бы здесь записать свойство, и тогда отсюда нашли бы мы с вами v маленькое. Вот, прекрасно. Здесь напишите мне, пожалуйста, 22, если с этим согласны.
Ну а пора это все то же самое, на самом деле, проделать и через что? И через аналитику. Ну или через проекции. Поехали, проекции. То есть наш базовый путь. Ну, как в основном многие делают. Да, золотеет на глазах, да, все верно. Что будем делать в этом случае? Ну, давайте изобразим нашу ось x и y. Здесь, на самом деле, наверное, будет удобнее всего изобразить ось x горизонтально. А ось y вертикально. Так, там что-то с осью y случилось, да? Ее покорежило. Ладно, мы сейчас это исправим. Ой. Так, давай-ка. Во, другое дело. И что тогда? Тогда мы с вами данное соображение, мы его можем спроецировать. Оно же векторное. Можем его спроецировать на оси. То есть, если будем проецировать на ось x, у нас vx это будет v0 проекция на ось x плюс gx на t подъема. Что важно здесь отметить? Что вектор g, он у нас перпендикулярен на оси x, потому что вектор g у нас вертикален. А значит, тогда проекция вектора g на ось x, она у нас будет нулевой. То есть я могу тогда здесь записать, что vx у меня просто будет равняться v0x. Это, кстати, интересное замечание. То есть у вас проекция вектора v на ось x, она на самом деле в каждый момент времени она будет постоянной и равняться проекции начальной скорости. Вот. Но пора это все раскрыть. То есть мы с вами видим, что проекция вектора v в данном случае чему равна? Она просто равна v маленькая, потому что у вас вектор v смотрит туда же, куда ось x. То есть это будет v маленькая. А проекция вектора v0 на ось x. Здесь давайте вспомним мою теорию по проекции. Мы должны опустить перпендикуляры на нашу ось и провести вектор-помогатор. В данном случае вектор-помогатор смотрит туда же, куда ось x, поэтому я пишу плюс. То есть у меня будет плюс. А потом я должен написать произведением моего модуля вектора на косинус острого угла между вектором и осью. В данном случае это v0 на косинус угла альфа. То есть плюс v0 на косинус альфа. Это я раскрыл проекцию вектора v0 на ось x. Ну вот мы с вами получили опять вот это соображение, что v маленькое это есть v0 на косинус альфа. Теперь давайте проецировать на ось y. Что же здесь? vy это будет v0y плюс gy на t подъема. Что важно здесь теперь отметить, что проекция вектора в этом случае она равна нулю. Это очень важное, интересное свойство, что когда вы достигаете здесь наивысшей точки подъема, то вы в проекции на ось y имеете нулевую проекцию. То есть мы тогда можем записать сразу, что это будет 0. Теперь же давайте разберемся с проекцией вектора v0 на ось y. Для этого мне требуется опустить перпендикуляры на ось y и заметить, что вот мой будет вектор-помогатор, правильно? И этот вектор-помогатор у меня будет сонаправлен с осью y. Значит, я буду писать плюс. Плюс произведение значения вектора скорости на косинус острого угла между вектором и осью. В данном случае это будет уголочек 90 минус альфа. То есть это v0 на косинус 90 минус альфа. Так, а теперь проекция вектора g. Но мы с вами видим, что вектор g у нас смотрит против оси y. Ну и как мы с вами помним по предыдущей теории, предыдущим вебинарам, это будет чисто минус g. То есть минус g это подъем. Ну вот мы с вами получаем просто сразу решение для t подъема. То есть я делал вывод, что у меня g это подъема. Это будет v0 на косинус 90 минус альфа, но это то же самое, что синус альфа. Отсюда я нахожу время t под. Каким образом? Как v0 синус альфа, деленное на g. И вы можете заметить, я сделал ровно все то же самое. С точки зрения ответов. Напишите мне тогда 22, если вы поняли, как я нашел ответ на нашу задачу этими двумя способами. Поехали теперь к пунктику 2.
нам нужно найти нашу высоту h большое. Что же здесь мы с вами можем делать? Так, а здесь на самом деле можно играться следующим выражением. Авида. Давайте сначала пойдем через... я через вектора обещал, да? Да, давайте сначала-то геома. Геома. Прочувствуем все. Сначала геома. Что по геоме? Мы с вами знаем, что у нас есть такая вещь, как вектор S. Он у нас выражается каким образом? Как вектор v0t подъема плюс 1/2 g-вектор на t подъема в квадрате. t под в квадрате. И я это в свою очередь могу изобразить. То есть у меня будет мой начальный вектор, вектор v0t. Это у меня будет вектор v0t подъема. v0 вектор t подъема. К этому вектору я прибавляю вектор g t подъема в квадрате. g вектор t подъема в квадрате пополам. И получаю тогда суммарный вектор, вектор s. То есть мой вектор перемещения, который здесь у меня происходит из начальной точки в конечную, он у меня складывается из v0 вектора t подъема плюс g вектора t подъема в квадрате пополам, и получаем суммарный вектор s. И когда вы видите вот такой непонятный треугольник, мой вам совет всегда застраивать до прямоугольного треугольника. Всегда. И это вас будет спасать. Потому что тогда мы с вами можем сделать, посмотря на этот прямоугольный треугольник? Давайте заметим, что вот эта вертикальная составляющая нашего вектора S, это же есть высота подъема h большое. То есть давайте мы с вами здесь это как раз и отметим, что эта штука, это будет высота подъема h большое. Потому что, кстати, я могу продемонстрировать, как мы с вами летели. Мы с вами летели вот так. Вот. То есть вот будет наша траектория. Здесь давайте я покажу, что я взял и достроил. Так, а нижняя часть, это на самом деле будет наша дальность полета к этому моменту времени. То есть если мы с вами здесь обозначим, что к этому моменту времени я прошел L маленькое, то L маленькое у меня будет и здесь. Так, у меня ужасный рисунок вышел, ну ладно. Надо будет с этим работать. И что тогда я могу сделать здесь, на этом рисуночке, чтобы мне было как-то вот удобно все находить? Смотрите. T подъема мы с вами уже знаем. То есть это значение мы с вами знаем. И это, получается, мы с вами знаем. Нам нужно найти h. Что мы можем сделать? Из этого прямоугольного треугольника выразить эту сторону. И эта сторона выражается как g t подъем в квадрате пополам плюс h. Ну а с другой стороны это будет v0 t подъема на синус угла альфа. То есть давайте мы с вами здесь запишем. Что h большое плюс g t подъема в квадрате пополам, это будет. То есть я взял вот эту сторону, вот h, прибавил к ней эту сторону, получаю суммарную эту сторону. Но у меня же здесь образуется такой большой прямоугольный треугольник. Вот он, большой прямоугольный треугольник, у которого гипотенуза является v0 t подъема. Ну и получаю, что этот катет противолежащий, он выражается как v0 t подъема на синус угла альфа. Ну и все, остается выразить h. Это v0 t подъема синус альфа минус g это подъема в квадрате пополам. Ну и сюда остается подставить t подъема и получить наше значение для высоты h. Подставляем, получаем. Это у нас будет что? v0 синус альфа помноженное на время подъема. v подъем это будет v0 синус альфа. v0 синус альфа. Все деленное на g. Так, ну еще это все минус g пополам на t подъем в квадрате, то есть вот эта штучка в квадрате. v0 синус альфа в квадрате. Все деленное на g в квадрате. Так, здесь я обращу ваше внимание, что у нас одна g уходит.
И тогда я получаю, что здесь у меня будет v0 в квадрате синус в квадрате альфа делен на g. И здесь будет то же самое, только делен на 2g. То есть если здесь сделать маленькие вот такие вот математические шаги, то мы с вами получим, что это будет v0 в квадрате синус в квадрате альфа деленное на 2g. Сейчас я проверю, видно ли там. Да, там видно. Здесь напишите 66, если мы согласны с этим результатом. То есть мы с вами поняли, как я это получил из геометрии. Ну и на самом деле то же самое можно будет получить из аналитики. Поэтому давайте эту аналитику здесь я и продемонстрирую. Так, жду-то 66. Вот, поехали. Мне нужно будет немножечко некоторые вещи стереть. Ага, если есть вопросы, то, конечно, задавайте, либо ставьте там минус. Так, мне нужно, получается, будет стереть вот эту нижнюю часть. Так. Поехали. К аналитике. Ну что, как вы там, 66? Или я вас испугал, когда я в конце сразу сказал, что это v0 в квадрате деленное на 2g? Или v0 в квадрате синус в квадрате альфа деленное на 2g? Угу. Так, пишем дальше. Аналитика. То есть 2 через проекции. Но через проекции здесь можно идти по способу напрямую, чисто в тупую. Это как раз таки записав то выражение вида s вектор это есть v0 вектор t подъема плюс g вектор t подъема в квадрате пополам. Его можно спроецировать. Удобнее всего его проецировать на ось y. То есть получаем sy, это будет v0 y на t подъема плюс 1/2 gy на t подъема в квадрате. И нам остается чисто раскрыть проекции и радоваться жизни. Чему будет равна проекция вектора s? Напомню, что в данном случае, чтобы найти проекцию вектора s, который у меня направлен вот таким ужасным способом, я должен взять, продемонстрировать его вектор-помогатор. И заметить, что у меня вектор-помогатор, он смотрит вертикально вверх, правильно? То есть он направлен с оси y. А значит тогда я могу сказать, что s проекция на ось y это будет плюс. Но дальше пойдет s на косинус, или же, как вы вспомните, это есть модуль вектора-помогатора. То есть это плюс модуль вектора-помогатора в данном случае. Но этот модуль вектора-помогатора, он у меня просто совпадает с высотой h большое. Поэтому я могу написать как плюс h большое. Далее, v0y. Ну, мы с вами уже записывали, чему равна проекция скорости v0y. Мы получали, что это было v0 на косинус 90 минус альфа. Ну, а проекция вектора g на ось y, она будет минус g, потому что вектор g у нас направлен против оси y. Пишем минус 1/2 g на t подъема в квадрате. Ну и на самом деле я получаю то же самое выражение, что я писал там ниже. Вот только здесь t под. То есть у меня выходит следующее, что высота h, она выражается как v0 синус альфа на время t подъема минус 1/2 на g t подъема в квадрате. Ну и поставив сюда t подъема, то есть мы получили ровно такое же аналогичное рассуждение, как и в векторах. То есть давайте я дальше не буду дописывать, как подставлять. Просто напишем, что это у меня будет тогда выражаться как v0 в квадрате синус в квадрате альфа делен на 2g. Потому что это мы с вами сделали в предыдущем пунктике. Вот. Но хотелось бы проще. Как можно проще? А на самом деле можно. Здесь давайте под скриптом я запишу, что можно было бы так. S проекция на ось y это есть v y в квадрате минус v0y в квадрате
деленное на 2gY. Это волшебная формула, ведь она ничего не имеет с точки зрения времени. А нам как раз таки нужно найти h, зная при этом, что проекция нашей конечной скорости на ось y она равна нулю, но при этом мы все с вами знаем про нашу начальную скорость. Поэтому, ясное дело, вам остается просто что сделать? Это записать вот эту формулу. Сейчас только у меня жижа здесь появится. Вот. Я тогда получаю S проекции на ось y, это будет чисто h большое. Конечная проекция это будет 0 в квадрате. Здесь будет v0 на синус альфа, мы уже это с вами писали выше. И здесь делим на минус 2g. Потому что проекция вектора g на ось y, она равна нулю. Вот я получаю ровно такой же результат вида v0 в квадрате, синус в квадрате альфа, деленное на 2g. Вот. То есть вот мы с вами нашли наш высоту h. Еще один способ, то есть даже третий можно считать. Здесь напишите 55, если вы и с этим согласны, так же, как мы это с вами получили. Все. Тогда можно считать, вся наша задача решена. То есть мы с вами полностью записали, что нам необходимо было. Угу. Так, давайте тогда сотру и пойдем к следующей. В следующем мы с вами просто продолжим обсуждение всего этого и рассмотрим, что у нас будет в конце, найдем там дальность и так далее. То есть продолжим, можно считать, качать эту задачу. Да, это база, но здесь мы с вами будем просто как раз-таки знакомиться с этими всякими вещами. Потому что даже базовые вещи нам нужно знать, чтобы решать сложные. Так. Вот. Стираем, стираем. Это стираем. И будет отлично. Жух, жух, жух. Во. Ну вот пока напишите, какой вам способ больше нравится, то есть векторный или аналитический. То есть там, где мы с вами чисто проекциями бабахаем. Будет интересно узнать. Так, это готово. Аналитический. Интересно, а почему? Можете как-то примерно обосновать? Мне всегда честно векторный. Но мы с вами увидим сегодня задачи. То есть я в основном сегодня буду решать задачи, которые именно векторным способом решаются, а не аналитикой. Но у вас в домашке будет и аналитика, и все там будет. Я-то уже знаю, что у вас будет в домашке. Ага. А вы еще не знаете. Ну вот я сегодня... Нет, я вам завтра утром распишу. То есть сегодня уже навряд ли успею. Завтра утром я вам распишу, также сделаю файлик, на что примерно какая задача, вот с такими вот как бы подсказками, чтобы вам было проще. Вот, мне кажется, так интереснее. Оп. Так, я боюсь, что у меня заканчиваются рулоны. А, не-не-не, я купил. Да, я все. Нормально. Жух, 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 все чисто. Теоретически это же проекция, да. Если да, то он. Так, векторный иногда быстрее, потому что геометрия, да. Да, я согласен. Ну, для меня как раз векторный быстрее. Так, мне бы его подрезать. Так, давайте я вам покажу условия задачи. Условия задачи номер 2. Не могу, мне его нужно подрезать. Все. Ой, вы не представляете, какая морока с этими маркерами. Потому что если как-то не так ты его начал расписывать, то все. До свидания. Его нужно подрезать как можно чаще. Все, готово. Поехали. Так. Продолжаем наш усердный бот. Номер 2. О, другое дело. Это по-человечески пишет.
с горизонтальной поверхности Земли мы бросим под углом альфа к горизонту с начальной скоростью v0. Найти скорость v1 при падении. Бета между конечной скоростью v1 и горизонталью. Суммарное время t0, дальность полета и максимальная дальность полета. Получается v0, альфа и такой ряд вопросов. v1, уголочек бета, время t0, дальность и максимальная дальность. Четвертый и пятый. Вопрос, 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 вопрос. Так, аналогично, давайте я изображу горизонтальный участок прямой. Пиу, 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 пиу. И здесь мы взяли, пнули этот шарик с начальной скоростью v0. Здесь у нас будет уголочек альфа. И наш шарик начинает лететь. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Вот он здесь, в свою очередь, прилетел. И прилетел со скоростью v1 вектор. И давайте обозначим, что угол между горизонталью и вектором скорости v1 будет уголочек бета. Это уголочек бета мы с вами хотим найти. Ну и как всегда, давайте играться с формулками. Только в начале хотелось бы такую вне конкретную часть записать и понять, как у нас будет складываться на самом деле v1 и v0. Потому что на самом деле вот соотношение v1 v0 можно получить из аналитики, вот, а через векторную часть там будет посложнее. Да, через векторную часть навряд ли получим, поэтому давайте мы с вами запишем, если векторную, то такую составляющую, как произведение вектора ускорения на вектор перемещения. Это будет 1/2 v маленькая в квадрате минус v0 в квадрате. Помните, мы с вами писали эту формулу, что 1/2 конечная скорость в квадрате минус начальная скорость в квадрате, это будет скалярное произведение вектора g на вектор перемещения. В данном случае вектор g у нас смотрит вертикально вниз, а вектор перемещения с вектор, он у нас горизонтальный. А значит, на самом деле тогда мы получим, что скалярное произведение вектора s на вектор g это просто будет 0. То есть запишем, что вектор g скалярно на вектор s это будет произведение g на s на косинус угла между векторами. Но в данном случае они перпендикулярны друг другу. То есть я получаю 0. А следовательно, у меня v маленькая в квадрате минус v0 в квадрате это будет 0. Ну или как вы понимаете, у меня v маленькая просто будет равняться v0. Только здесь v1. Извиняюсь, v1. Так, следовательно, v1 у меня равняется v0. Если что, это вы можете писать на самом деле без вывода при решении ваших задач на баллистику в олимпиадах. То есть если вы видите на одном уровне горизонта, то, конечно, здесь скорости будут одинаковые. А вот теперь поехали разбираться с вот этими векторными соотношениями. v1 вектор это будет v0 вектор плюс вектор g на t0. Верно? Угу. И тогда опять сначала геома, а потом давайте аналитика. Что можно сделать через геому? Геома. Изображаем. Вначале у нас был вектор v0. Ой, мне кажется, здесь не поместится, да? Значит, надо правее. Так. Геома. Так, давайте я здесь правее изображу. Вот так, бэм. Вот у меня был вектор v0. К нему я прибавляю вектор gt подъема. Ой, g вектор t0. И получаю тогда суммарный вот этот вектор v1. То есть нашу конечную скорость v1. Что мы с вами видим? Что если я так проведу горизонталь, или еще по-другому, как опущу высоту в этом треугольнике, то я тогда получаю, что верхний угол, это будет что за угол? Это будет уголочек альфа. А нижний угол, это будет уголочек бета. И что мы с вами можем здесь проиллюстрировать?
что у нас, в свою очередь, вот эта высота, ее можно выразить двумя способами. Ведь она является прилежащим катетом к углу альфа в верхнем прямоугольном треугольнике. И заодно она является прилежащим катетом к углу бета в нижнем прямоугольном треугольнике. Значит, я могу зафиксировать, что у нас получается v0 косинус альфа. Это будет вот эта высота. И с другой стороны она будет выражаться как v1 на косинус бета. Но при этом мы с вами знаем, что v1 равняется v0. Можно написать, что при этом v1 у нас равен v0. Значит, тогда я получаю, что у меня косинусы будут одинаковые. То есть, следовательно, косинус альфа у меня будет равен косинусу бета. Ну или тогда я получаю, что так как у меня уголки альфа и бета, они все-таки острые, то при острых углах у меня можно считать, что просто альфа будет равен бета. И это вы тоже можете, если что, писать без вывода. То есть это вы можете применять без вывода. Напишите ок, если с этим ок. Мы с вами разобрались. Так, что еще? Что еще можно было бы здесь отметить? Давайте запишем вторую точку. И попробуем, знаете, что расписать? Наш GT0. Ведь смотрите, у меня же есть вот эта сторона. Она будет выражаться как v0 на синус угла альфа. И вот эта сторона. Она, в свою очередь, из этого прямоугольного треугольника будет выражаться как v1 на синус угла бета. А значит, я могу сказать, что сумма этих двух отрезков будет мне давать один большой отрезок. То есть я тогда получаю, что GT0 это чисто будет v0 на синус альфа плюс v1 на синус угла бета. Но я-то еще знаю, что у меня бета равен альфа, v1 равен v0. Красота! Просто я радуюсь жизни и говорю, что GT0 это будет 2v0 на синус угла альфа. Изумительно, да? Потому что тогда я знаю время t0. То есть можем подписать, что t0 у меня будет выражаться, в свою очередь, как 2v0 синус альфа деленное на g. Все. Это мы с вами выразили как раз время t0. Уголочек бета, v1, все шикарно. Здесь напишите мне 15, если с этим мы с вами согласны. Но это мы с вами получили из геометрии. Все то же самое можно было бы получить из аналитики. Ну или проекции. Что же можем сделать с проекциями? Ну, как всегда, проецировать на ось x и на ось y. Так, давайте изображу туда ось x и ось y. Проекция на ось x. У меня будет v1x будет равняться v0x плюс gx на t0. Но мы с вами помним, что вектор g, он перпендикулярен оси x, значит его проекция просто нулевая. Просто нулевая. Значит, я тогда получаю, что мне остается чисто раскрыть проекции v1 и v0. Только давайте вначале я просто запишу, что v1x равняется v0x. Так, раскрываем их проекции. Для этого давайте мы возьмем с вами, я вот здесь вот отдельно изображу ось x. Вот она, изображение отдельно наша ось x. И как всегда, опускаем перпендикуляры нашей скорости на ось x. Изображаем вектор-помогатор. Вектор-помогатор смотрит туда же, куда ось x. А значит, я получаю, что это будет плюс v1 на косинус острого угла между вектором v и осью. Значит, это косинус угла бета. Так, теперь с проекцией вектора v0. Аналогично. Опускаю перпендикуляр на ось x. Получаю, что вектор помогатора смотрит туда же, куда ось x. Значит, у меня проекция, она будет положительна. То есть это будет плюс v0 на косинус острого угла между вектором и осью, то есть косинус альфа. Ну и как всегда, мы с вами знаем, что v1 равен v0, то есть этим будем пользоваться.
Ну или мы просто получаем ровно то же самое. То есть можем написать, следовательно, так как v1 равен 0, то альфа равен бета. Ну это просто по аналогии вот с этим, потому что мы получаем ровно то же самое. Но если проецировать на ось y, то, как вы можете предположить, мы получим вот это соображение. Каким образом? У нас будет v1y, это будет v0y плюс gy на t0. Остается раскрыть проекции. И что здесь мы получим? Проекция вектора v1 на ось y. Заметим, что у нас вектор-помогатор, он смотрит против оси y. Правильно? А значит, тогда я должен буду писать минус косинус угла между вектором v1 и острым углом. Косинус острого угла между вектором и осью. Ну, это будет 90 минус бета. То есть вот у меня ось y, она идет вертикально. Острый угол между v1 и осью, это будет 90 минус бета. Поэтому я получаю, это будет минус v1 на косинус 90 минус бета. Так. Потом v0y. Но в данном случае у меня вектор-помогатор идет вверх. То есть он будет сонаправлен с осью y. И острый угол между вектором v0 и осью y, это будет 90 минус альфа. Вот он, 90 минус альфа. Значит, я получаю здесь уже в этом случае как плюс v0 на косинус 90 минус альфа. Ну и остается просто вычесть g-0, потому что g у нас направлен против оси y. Ну и как вы можете заметить, у меня получается то же самое, что g-0. Это будет как v0 на синус угла альфа плюс v1 на синус угла бета. Но мы с вами видим ровно все то же самое. То есть по аналогии мы получаем что-то 0. Это 2v0 синус альфа, деленное на g. Так, здесь напишите тогда десяточку, если мы с вами поняли, как мы решили через проекции, и если мы с вами поняли, как решили векторно. Так, ну на самом деле с помощью скоростей мы с вами все, что я хотел, обсудили. Остается, наверное, теперь обсудить дальность полета и поговорить про нее. Угу. Поехали к дальности. Третий пунктик. Тогда погнали к нашим векторам перемещений и так далее. Говорим, что у нас за время t0 будет вектор перемещения с вектор. Он выражается как вектор v0 на t0 плюс 1/2 g-вектор на t0 в квадрате. Сначала, как всегда, геома. Что здесь мы с вами можем отобразить? Видим, что вектор s у нас горизонтальный, правильно? Значит, этим мы можем пользоваться из тех соображений, что у нас возникнет теперь прямоугольный треугольник. То есть вот он, вектор v0, помножаем на время t0. К нему мы прибавляем вектор g t0 в квадрате пополам. И получаем тогда суммарный вектор s. Вот он, суммарный вектор s. И что важно отметить, что наша дальность полета — это всегда наше смещение вдоль горизонтали. Оно по длине будет как раз-таки совпадать с значением вектора s. То есть давайте я здесь покажу, что вот дальность полета — это будет вот эта штучка. Это будет наша дальность полета. Она совпадает с длиной вектора s. Значит, это мы с вами можем и здесь также упомянуть себе. Угу. Но, что еще хотелось бы отметить, что смотрите, у вас вектор v0, вон он, и он образует с горизонталью уголочек альфа. Это и будет наш уголочек альфа. Поэтому, посмотрев на этот треугольник, я могу сходу сказать, что оказывается у меня L, это у меня нижний катет, он выражается как v0 t0 на косинус угла альфа. Это я записал для этого прямоугольного треугольника. Значение нашего нижнего или прилежащего катета к углу альфа через как раз косинус.
Как мы с вами видим, Т0 нам известно, поэтому дальность с легкостью найдется. Но хотелось бы сразу, давайте обозначу просинус, то есть здесь можно также синус записать. И заметить, что синус альфа это будет g-Т0 в квадрате пополам, деленное на v0 Т0. И увидеть, что отсюда я также могу найти время Т0. То есть это будет 2v0 синус альфа, деленное на g. Вот. Потому что v0 у меня перекинется влево, двоечка тоже перекинется влево, g опустится вниз, и вуаля, я получаю вот такое выражение. Можно подставить и получить наш результат, что дальность полета L у нас будет выражаться каким образом? Как v0 на косинус угла альфа. И теперь помножаем на время Т0, то есть это будет 2v0 синус альфа. И все это я должен взять, поделить на g. И что я тогда здесь вижу? Что это будет 2 v0 в квадрате на синус альфа и на косинус угла альфа. То есть формально мы с вами как раз таки записали, как у меня выражается L большое. Здесь напишите мне, пожалуйста, L, если вы согласны с этим выражением для нашей дальности полета. Жду от вас здесь L. И что нам тогда здесь остается? Это найти максимальное значение дальности. Вот. Но для этого мне нужно будет чуть-чуть некоторую часть стереть. А здесь я хотел бы отметить некоторый подскриптум такой интересный. Подскриптум. Что мне же альфа могли бы не дать. Мне могли бы, например, сказать начальную скорость и время Т0. И тогда я мог бы записать теорему Пифагора для этого треугольника и сказать, что L в квадрате это чисто v0 Т0 в квадрате плюс 1/2 g-Т0 в квадрате, все это в квадрате. И найти отсюда дальность полета, если бы мне было бы известно время Т0, в течение которого мы с вами здесь двигались. Так, давайте что-нибудь я здесь сотру. Наверное, левую часть я сотру, либо верхнюю. Наверное, верхнюю давайте сотру, и тогда буду искать максимальную дальность полета. Да, при 45 градусах. А попробую объяснить, почему при 45 градусах. То есть, как так-то? Из-за чего это возникает? Только важное условие, что у вас 45 градусов будет, если вы будете горизонтально. То есть, если у вас точка взлета и точка падения, они будут лежать на одной прямой. Тогда будет 45. Это правда. Так, пум-пум-пум. Да, я формулу запомнил. Я давайте сейчас некоторую часть сотру. Вот, и будет хорошо. Ты про 45 просто типа спросил? Типа так, помню? Или знаешь, как вывести? Сейчас так интересно. Потому что можно считать, мы сами уже почти это вывели. Так, поехали. Сумма длин катетов при неизменной гипотенузе максимальную. Пух, фига себе ты забабахал. Вот это я не знал, кстати, вот это свойство. Сумма длин катетов. А причем здесь дальность полета, если ты получаешь сумму длин катетов? То есть сумма длин катетов, это же получается еще высота h. Как-то что-то я не сильно понял. Причем здесь сумма длин катетов. Давайте разбираться. Смотрите, мы получили, что это будет v0 в квадрате на 2 синус альфа на косинус альфа, все деленное на g. Здесь я вам хотел бы напомнить такой математический факт. Math fact. Что оказывается у нас
синус двойного угла альфа, он выражается как 2 синус альфа на косинус альфа. И этим я могу здесь воспользоваться. То есть у меня дальность полета L, она будет выражаться как v0 в квадрате, помножено на синус угла двойного 2 альфа, все деленное на g. И что мы тогда с вами видим? Что? Если мы фиксируем v0, давайте вот здесь напишу, меняя альфа. То есть если мы с вами фиксируем v0, то у нас получается v0 это константа. Давайте мы напишу фикс v0. Фикс v0. Альфа можем менять. То мы с вами получаем, что вот эта штука у нас фиксирована. Эта штука у нас фиксирована. У нас может меняться только синус. То меняется только синус. Меняется только синус. А что мы можем сказать про синус альфа? Ой, синус 2 альфа, извиняюсь. Да, конечно, 2 альфа. А что можно сказать про синус 2 альфа? Что, ребят, у вас синус любого угла, он всегда меньше либо равен, чем единица. Меньше либо равен, чем единица. Он не может принимать значение больше единицы. Да, меняется только синус 2 альфа. При этом синус 2 альфа у нас всегда меньше либо равен, чем единица. А это значит, что все вот это вот произведение вида v0 в квадрате на синус 2 альфа, деленное на g, это все будет меньше либо равняется, чем что? Синус меньше либо равен единице, значит, это все будет меньше либо равняться, чем v0 в квадрате, деленное на g. А значит, вот вы и получаете, что ваше максимальное значение дальности, или max, будет выражаться как v0 в квадрате, деленное на g. И все это будет при угле 2 альфа выраженном как 90 градусов. То есть угол 2 альфа, он будет равен 90 градусам. Ну или тогда, просто почему 90 градусов? Потому что в этом случае синус у вас равен единице. То есть у вас синус 90 градусов, он равен единице. Поэтому я получаю, что при максимальном значении синуса у вас 2 альфа равняется 90 градусов. Значит, я получаю, что при альфа равном 45 градусов у нас максимальная дальность полета выражается как v0 в квадрате, деленное на g. Вот и все. Здесь, пожалуйста, напишите мне 15, если вы с этим согласны, если это мы с вами осознали. Окей? Жду 15, если это мы с вами заботали. Вот. Но, наверное, здесь хотел бы отметить еще такое выражение. Ладно, это потом мы в другом месте лучше скажем. Все, есть 15, шикарно. Тогда я вас поздравляю с базовой частью, мы с вами закончили. То есть, типа, прям база базы у нас с вами закончена. Пора переходить к некоторым более интересным задачам. И давайте задача номер 2. Она тоже, ну, более-менее такая базовая, просто она поможет нам еще чуть-чуть покачать здесь физику с точки зрения применения разных формул. А потом мы жестко бахнем. Уже начиная с задачи номер 3, только мы жестко будем бахать до нее некоторые векторными вещами. То есть будем рассматривать, какие у нас есть векторные свойства у наших треугольников и так далее, и других вещей. Вот, даже типа такого. Я тогда начну это все стирать. Пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум. А вам, кстати, видно? Ой-ой-ой, я же, получается, закрыл условия. Или я только что поставил условия. Я только что поставил условия, я уже забыл. Так, поехали. Это, получается, стираем. Ну как, норм? Изи, не изи? Напишите вот так вот. Вы до этого вот это все знали? Или вы уже шарите, и вам это все изи?
Будет интересно узнать. Потому что сейчас я рассказал прям вот самое основное, что вообще могут просить. База, которую мы все должны знать, как считать и так далее. Без этого никуда. Чего он так плохо стирает-то? Стирай давай. Вот. Все, стерли. Пора идти дальше. О, в 8 классе. Круто. Сейчас в 8 классе. Если ты уже это сейчас в 8 классе, господи. Ой. Офигеть. Как я рад, что есть восьмиклассники на курсе. Честно. Потому что я на самом деле просто из-за их будущего очень рад. Очень. Потому что я-то заботал-то, получается, в середине 9, ну так, под конец 9. А тут уже в 8 это заботать. Вы представляете просто, что можно потом, какие чудеса можно творить. Тут на межнар можно подаваться, но если ботать, конечно. Ой, вообще рад. Ладно, главное ботать, ребят. Главное не сдавайтесь, а то могут там, бывает, начать, а потом закончить. Не-не-не, если вы продолжите, то тут не ограничен уровень. Так, жух, 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 жух. Все, шикарно. Так, номер 2 надо стирать, он не нужен уже, у нас номер 3. Вот, что-то я его здесь оставил, мне нужно что-то придумать с этими номерами, а то все время их отдельно так стирать, отдельно их потом писать, это какая-то нервотрепка. Вот. Так, номер 2, да. С горизонтальной поверхности Земли под углом альфа к горизонту бросают камень. Через время тау он падает обратно на эту поверхность. Чему равна дальность полета камня? То есть нам известен уголочек альфа, известно время тау. Но про начальную скорость ни слова не сказали, ничего вообще. И вот эту задачу будет прикольно на самом деле решить несколькими путями. Я вам даже больше скажу, ее можно решить 3 способами. Понимаете? 3 способами. И это прям вот, ну прям вот важно, это прям вот вообще кайф. Так, каким маркером я могу это делать? Маркер. Тобой я могу это делать? Наверное, я могу это делать. Так. Ой, я знаю, что я буду делать. Вот так, номер 2. Потом сотру, и будет прекрасно. Так, я знаю уголочек альфа, знаю время тау. Найти дальность. Все, изи. Изи условия. Дин-д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 ин. Пинаем с начальной скоростью v0. Жинь. И вот он будет уголочек альфа. Получается, дальше мы с вами летим по параболе. Жух, 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 жух. Прилетаем со скоростью v1, но, как вы помните, скорость у нас будет по модулю ровно такая же, что и в начале. Вот. И можно даже здесь, в свою очередь, будет обозначить, что здесь будет также уголочек альфа. Угу. Ну, давайте здесь я, наверное, единичку уберу, просто будем считать его маленькое. Вместе с этим у нас будет вектор перемещения. S-вектор. И все это мы с вами прошли за время тау. Угу. Так, ну поехали. Первый способ. Это давайте векторный. Все, вектора рулят, они класс, топ. Пишем, что вектор S это у нас вектор v0, тау, плюс 1/2 g вектор тау в квадрате пополам. Изображаем это векторно. Что я получаю? Вектор v0 тау, вектор v0 тау
Потом я прибавляю вектор g тау в квадрате пополам. И получаю, конечно, что у меня будет суммарный вектор s-вектор. Самое главное, что здесь нужно нам отметить, что уголочек альфа между вектором v0t и вектором s. И здесь у меня будет 90 градусов. Надеюсь, у меня получилось нормально. О, вроде даже хорошо вышло. Да. Что теперь мы с вами видим? Что тау мне известно, но v0-то неизвестно, то есть акатет мне неизвестен. Могу ли я сходу найти L? Могу. Ведь это мне известно, это мне известно. Просто тангенс запишите и все. Смотрите. Тангенс альфа. Это что? Это отношение противолежащего катета к прилежащему. Что-то в формуле 2 двойки нет. Да, одна двойка лишняя. Бум-бум-бум. Надо вот так вот. Вот, другое дело. Да, спасибо. Тангенс альфа, это получается будет g тау в квадрате, деленное на 2s. То есть я беру отношение длины этого вектора к длине этого вектора. Все, получаю вот это выражение. Ну и отсюда я делаю вывод, что s у меня будет выражаться как g тау в квадрате, деленное на 2 тангенс альфа. И при этом я знаю, что, конечно, у меня по модулю значение вектора s просто будет совпадать с дальностью. И это давайте я также здесь попробую продемонстрировать. То есть получается дальность моего полета, вот она будет. На всякий пожарный дальность — это расстояние, на котором мы с вами смещаемся вдоль горизонтали. Ну вот я получаю, что L у меня g тау в квадрате, деленное на 2 тангенса. Напишите, пожалуйста, 2 плюсика, если с этим согласны, если это окей. Поехали вторым способом. Это был способ 1, поехали теперь способом 2. Ну, наверное, обычные наши проекции. Все-таки проекции рулят, там, аналитика, вперед. Не знаю, что еще здесь сказать, поэтому, как всегда, давайте введем наши стабильные, всеми любимые оси. Только где мой маркер для осей? Вот он, мой маркер для осей, который мне нужно обновлять. Вторая g, а не 1/2 g в квадрат. Упс. Ай, да. Я исправил. Ок. Ну ладно. Ну что, нормально было. Сойдет. Знаете, сомнительно, но окей. Так, второе. Давайте перейдем к осям. Ось x и ось y. Как мы можем здесь поступить? Ну, наверное, здесь нужно просто чисто в тупую писать наши проекции, и будет хорошо. Не пугайте больше так, да, все. Я буду стараться так больше не пугать, но для этого у меня чаты существуют, что вы, бывает, мне это подсказываете. Вот, у меня может произойти буратино в голове. Так, звук есть. Ой, что здесь можно записать? Да, проецируем на ось x, получаем s проекция на ось x. Это будет проекция нашей начальной скорости на ось x за время тау. За время тау, а не за время t какой-то там. Упс. Так, по 0х на тау. Плюс, минус, просто плюс. Так, здесь чисто gx и тау в квадрате. Все. Я не должен был здесь напугать, тоже все нормально. Проецируем на ось x, получаем, что проекция вектора s на ось x, она будет равна плюс s, ну и в данном случае это просто будет длина нашего вектора, а значит дальность полета. Проекция вектора v0 на ось x, но я думаю, мы с вами уже привыкли, как это делать. Вектор-помогатор, он смотрит сюда, значит пишем плюс, потом произведение значения нашего вектора на косинус острого угла между вектором и осью. То есть будет плюс v0 на косинус альфа на тау. А проекция вектора g на ось x, она у нас равна нулю, потому что вектор g у нас идет вертикально. То есть таким образом мы выразили L.
Но, как вы видите, косинус альфа мне неизвестен. Ага, хочется мне что-то еще. Наверное, хотелось бы как-нибудь уголочек выразить как-нибудь в 0, да, и тогда поставить сюда и получить удовольствие. Проецируем на ось y, получаем s y, это будет v0y на тау, плюс 1/2 gy на тау в квадрате. Проецируем, получаем s проекция на ось y, это у меня просто будет 0, потому что вектор s, он перпендикулярен на оси y. Проекция вектора v0 на ось y, вот он вектор-помогатор, он смотрит вверх, то есть в том же направлении, куда и ось y. А там дальше остается мне взять произведение v0 и косинуса острого угла между вектором и осью. В данном случае у меня острый угол это 90 минус альфа. Значит, я тогда получаю, что это будет плюс v0 на косинус 90 минус альфа на тау. А g у меня смотрит против оси y, поэтому я получаю минус 1/2 g тау в квадрате. Перекидываю эту штуку влево и получаю 1/2 g тау в квадрате. Это будет v0 синус альфа на тау. Но я могу заметить, что тау мне говорит до свидания, оно недолго живет. И тогда выходит, что оказывается v0 я тоже смог выразить. То есть у меня v0 выражается как g тау, деленное в свою очередь на 2 синус альфа. Вот, какой интересный результат. Остается подставить туда и получаем тогда дальность полета L выражается как v0 косинус альфа. Ой-ой-ой, v0, извиняюсь, v0. Да. Так, v0 g тау, деленное на 2 синус альфа на косинус альфа на тау. Ну вот мы с вами видим, что синус на косинус это будет тангенс, значит дальность будет выражаться как g тау в квадрате, деленное на 2 тангенса. Ну честно скажу, смотрите, сколько здесь я написал, а сколько здесь. Ну, видно, да? Как вот это выиграло в разы по сравнению с этим. Но это окей, это еще ладно. Но пока напишите мне, пожалуйста, 22, если вы поняли второй способ решения. А сейчас давайте мы с вами познаем третий способ решения. Он, наверное, здесь будет самым ключевым. Угу. Смотрите, ребят, ну, вы можете вводить оси, как вам удобно. У вас даже будет задача в ДЗ на то, чтобы вы поняли, как нужно ввести ось. То есть там будет наклонная плоскость, и вы вдоль наклонной плоскости будете бросать ваш шарик. Вам нужно будет понять просто, как ввести ось, чтобы было удобно. Понятное дело, что, наверное, будет как-то, ну, там, вдоль плоскости, не знаю, либо у вас, если будет наклонная какая-то поверхность, то хотя бы какую-то ось вдоль наклонной поверхности ввести и понять, что там будет происходить. Так, для домашки. И здесь то же самое. Нам нужно просто подумать, как удобно ввести ось. Ведь смотрите, тау известно, альфа известно, но v0-то неизвестно. И зачем нам везде писать это v0, если я, наверное, от нее могу избавиться? Вот так вот. Каким образом? А я могу ввести такую ось, которая будет перпендикулярна скорости v0. А значит, тогда ее проекция просто будет равна нулю. И я тогда просто могу брать и не париться на тему скорости v0. То есть давайте я здесь возьму и покажу, что давайте мы с вами введем вот такую красивую ось, которая будет перпендикулярна нашей скорости v0. Даже не знаю, каким бы цветом указать, наверное, вот этим. Пум-пум-пум. Вот. Давайте мы ее обозначим вот такой буковкой. Пум. Плохо видно, да? Нужно новый рисунок делать. Да, желательно рисунок сделать. А то не помещается. Давайте я сотру, чтобы не мельчить. И тогда сделаю нормальный рисуночек. Ну, не прямо все буду стирать, а просто здесь я не буду мельчить и нормально изображу. Так, сейчас, дай секунду. Так, сюда. Вот так вот.
О, вот так вот будет получше. Сюда, 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 сюда. Так, хорошо. Вот. Так, как раз изображаю вот эту ось. Можем ее обозначить каким угодно образом. Ну, давайте я обозначу вот так вот. Жу-жу. Можно сказать, как красивое эпсилон. Либо просто зю можно обозначить. Некоторой буковкой зю. Да, давайте попробуем, может быть, некоторой буковкой зю. Чтобы так повеселее было. Я сейчас пробую вспомнить, как это называется, если быть точным. Кси, это дзета. Кси вроде называется, да. Сейчас я вам кси попробую изобразить. Так. Бум-бум-бум. Вроде вот это кси, если мне память не изменяет. Ну, короче, вы можете просто нафурычить вот так вот и сказать, что это пусть будет какая-то буковка. Мне надо, конечно, вспомнить, как у меня пишется кси и дзета. Типа, знаете, вот здесь кси, а есть дзета. Так, блин, не помню. В теормехе вы просто будете писать кси, это кси, дзета, это. 3 буквы такие. Вот, это будет забавно. Вот, я ввел такую ось. Да, кси только вот, вроде бы так пишется, если мне память не изменяет. И эта ось у меня будет перпендикулярна моей скорости v0. Тогда давайте мы с вами возьмем, спроецируем на эту ось мой вектор s. Проецируем. Получается, s это будет v0 кси на время тау плюс 1/2 g кси на тау в квадрате пополам. Сначала разберемся с проекцией вектора s на вот эту ось. Ну что мы с вами можем здесь увидеть? Мы с вами видим, что угол между вектором s и вот этой осью у меня выражается как 90 минус альфа, правильно? То есть здесь у меня будет уголочек 90 минус альфа. Потому что здесь уголочек альфа, а суммарно это будет 90 градусов. Вот. И тогда, так как у меня вектор-помогатор, он смотрит четко вдоль вот этой оси, то я пишу плюс, а потом произведение модуля моего вектора, это L, на косинус острого угла между вектором и осью. То есть получаю, что это будет L на косинус 90 градусов минус альфа. Теперь проекция вектора v0. Она нулевая. Вектор v0 перпендикулярен. Это получается 0. И остается разобраться с проекцией вектора g. Вот здесь мой вам совет — это изобразить вектор g вот отдельно вот здесь вот. Не знаю почему, всегда удобнее всего это здесь его изображать. Вот он, вектор g. Вот у вас тоже просто будет задача, где вы будете пинать с наклонной поверхности, там что-то под каким-то углом к горизонту. Вот мой вам совет, чтобы понять проекцию вектора g, вот изображайте вот отсюда. Будет удобнее всего. И что мы тогда видим? Что у нас угол между горизонталью и осью 90 минус альфа. Значит, угол между вектором g и осью, он будет равен уголку альфа. Верно? Раз здесь 90 минус альфа, то здесь будет уголочек альфа. Ну и тогда я получаю, что проекция вектора g на вот эту ось, мы видим, что вектор-помогатор смотрит ровно вдоль оси. То получаем, здесь будет плюс 1/2 там, тау в квадрате на плюс, потому что вектор-помогатор смотрит ровно вдоль оси. А потом произведение g на косинус угла между вектором и осью. То есть g на косинус альфа. Ну вот я получаю результат вида L на синус альфа. Это будет 1/2 g тау в квадрате на косинус альфа. Видали, а? Ну круто же. Просто бам, готово. То есть за счет того, что мы правильно спроецировали, мы не возимся с этой жестью. Мы сразу получаем результат. Поэтому тогда я могу взять и выразить, что у меня L это будет g тау в квадрате, деленное на 2 тангенс альфа. Все. Здесь напишите мне, пожалуйста, L большой, если мы поняли, как мы нашли вот этим третьим способом. Да, я согласен, чудеса, но просто вот мега круто. Вот этот третий способ максимально круто все показывает.
Поэтому еще раз отмечу, что у вас в задачах будут задачи, где, например, вы будете с вот такой поверхности брать что-то пинать, там, бим, что-то будет падать. Вы введите правильно оси, например, вот, ну как-нибудь так, наверное, не знаю, как-нибудь так. Удобно же будет. Вот. Тогда все будет красиво. Главное будет правильно вектор G спроецировать. Или же у вас будет там наклонная поверхность в домашке. Вы тоже правильно спроецируете, ну правильно, вот оси введите, и будет с кайфом. Вот, это вам так, для домашки. Все. Поехали тогда отстирать. Когда у нас с вами был перерыв, последний раз я вспомню. 15:09 мы с вами отдыхали, да? Думаю, может быть сейчас или после теории. Давайте мы с вами сделаем сейчас лучше перерыв. И жестко начнем новую часть нашей программы, где мы будем обсуждать всевозможные разные фишки, как раз векторных треугольников и так далее. То есть у нас с вами сейчас пойдет векторная олимпиадная баллистика. Мы просто сейчас по ней максимально пойдем. Поэтому мне кажется, лучше сейчас сделать перерыв, чтобы после этого мы с вами все вот так впитывали без конца. Окей? Поэтому давайте мы тогда с вами сделаем перерывчик до скольки? До 16:30, ну примерно там 7:38, то есть 8-10 минут перерыв. 16:37 и продолжим. Окей? Все, это перерыв. После этого продолжим третью часть.
Давайте продолжать. Напишите плюс семерочки, если меня видно и слышно. Сейчас я решил новый маркер забабахать. В честь новой теории. Что сейчас нас будет ждать? Что сейчас нас будет ждать? Это веселье. Готовы к веселью? Я думаю, готовы. Смотрите, сейчас мы с вами рассмотрим также бросок под углом к горизонту. Просто некоторые произвольные случаи. И посмотрим, а что же можно будет тогда сказать, зная векторный треугольник скоростей. То есть какие соотношения можно будет тогда в свою очередь записать. Это мы с вами давайте сейчас и рассмотрим. Так, только вначале мне нужно будет его дописать. Так, давай. Просто называется, я планировал его расписать сейчас, но начали приходить результаты ЕГЭ по физике. Там начали сейчас мои ученики писать, типа, о, вот это, вот это. Уже 96 баллов там у одной девочки есть, это хорошо. Сейчас ждем еще. Прям радует. Есть пацанчику 86. Так что ждем. Называется, что долго они не выдавали баллов. Так, все. Вы представляете, так каждый раз перед вебинаром. Тык-тык-тык и ждешь. Потом тык-тык-тык и ждешь. Тык-тык-тык и ждешь. Главное хорошенько подождать, и будет хорошо. Так, поехали. Давайте мы с вами рассмотрим вот такой бросок, где первоначально мы с вами располагались здесь. Вот мы кинули с начальной скоростью v0 вектор. Окей? Я думаю, окей. И мы с вами взяли, кинули с какого-то обрыва. Например. Тогда изображаю, где он у нас приземлится. Он у нас будет лететь тын-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 тын. Вот как-нибудь так он приземлится. И здесь он, в свою очередь, будет иметь какую-то скорость v маленький вектор. Угу. Давайте обозначим, что угол с горизонталью и нашим вектором скорости в начальном момент времени это будет угол v0 вектор. Так, жух. Ой, будет уголочек альфа, конечно, господи, я там сказал. А здесь будет уголочек бета. Так, здесь пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так, что, во-первых, можно было бы здесь для себя отметить? Давайте я сделаю так же, как в предыдущей задаче, то есть сразу мы попробуем понять, а как у нас соотносится вообще v0 и v. Просто вот сразу. Это так, не отходя от кассы. Для этого давайте я вам напомню, что у нас есть такая вот формула вида, что произведение вектора перемещения на вектор ускорения свободного падения, ну потому что в данном случае у вас вектор А, он будет равен вектору ускорения свободного падения, потому что у вас происходит свободное падение. Это будет 1/2 от v маленькое в квадрате минус v0 в квадрате. Правильно? Тогда давайте я изображу, в свою очередь, тогда вектор перемещения S-вектор. Он у меня будет смотреть из начального положения в конечное положение. Промазал. Промазал. Так, сюда. И сюда. Пим. Давайте посмотрим. Так, я должен все-таки попасть. Давай, маркер, попадай. О, попал. Красота какая. Вот он, вектор S. И мы попали за время t. Давайте при этом еще укажем, что у нас здесь будет высота h большое, а здесь у нас будет наша дальность L большое. Угу. Что мы можем, в свою очередь, записать с точки зрения скалярного произведения? Я вам напомню, что скалярное произведение векторов — это у нас будет произведение модуля этих векторов на косинус угла между вектором и осью. Ой, на косинус угла между этими векторами. Давайте запишу так. Это g на s на косинус угла θ.
где уголочек θ это будет угол между вектором s и вектором g. Давайте я опять здесь вектор g изображу из этой начальной точки. Что я тогда получу? Вот у меня будет вектор g. И тогда я вижу, что уголочек θ, о котором я здесь говорю, это будет вот этот уголочек. θ. И мы с вами можем заметить, что произведение s на косинус θ, если я рассмотрю здесь вот этот прямоугольный треугольник, что это будет? Это же будет просто высота h. Угу. Значит, я могу здесь записать, что это будет в свою очередь как g, h. Подставляю тогда сюда и получаю, что g на h это будет v маленькое в квадрате минус v0 в квадрате. И все это помноженное на 1/2. И тогда я могу найти связь между v маленькое в квадрате и начальной скоростью. То есть v маленькое в квадрате у меня будет определяться как v0 в квадрате плюс 2gh. Обращу здесь внимание, что смотрите, на самом деле бывает, вы можете это сходу тоже писать, но на самом деле я бы вам, наверное, посоветовал вот это все-таки записать. Это интересное у вас. Да, это буковка θ. Ну, я надеюсь, я ее правильно записал. Как я помню по своей памяти, она именно так и пишется. Если что, вы можете, конечно, писать сразу вот это выражение, только поймите, если вы на высоту h будете подниматься, то есть, например, будете в этой точке, то здесь нужно будет ставить минус. Это будет на самом деле являться следствием скалярного произведения, но даже если из логики подумать, то когда вы находитесь ниже уровня горизонта, то ваша скорость v маленькая, она будет больше, чем начальная. Поэтому здесь получается, что я должен прибавлять 2gh. Если же вы будете располагаться где-то в этих точках, где вы поднимаетесь на высоту выше, то есть вы будете располагаться на высоте, которая будет над уровнем горизонта, с которой вы пнули, то тогда здесь везде скорость будет меньше, а значит здесь вы должны будете вычитать. Но это, если что, с легкостью будет выражаться из этого выражения. Вот, это то, что можно было бы здесь сказать про модуль. Поэтому, как минимум, если у нас высота h большая, она будет равна нулю, то есть вы будете располагаться на одном горизонтальном уровне, то, как вы понимаете, у меня скорость будет равна по модулю v0. Здесь напишите плюсик, если с этим согласны. Ну и тогда пора мочить просто. Пора жестко сейчас вот показывать все свои скиллы и так далее. Записываем, что вектор v у нас выражается как начальная скорость v0 вектор плюс g вектор t, правильно? И что тогда мы можем здесь увидеть? Здесь мой вам совет изобразить рисунок побольше. Вот. Так, мне нужно параллельно этому вектору как-то изобразить. Я, честно, постараюсь. Так, у меня он смотрит вот таким образом, да? Вот. Как-нибудь так. Я вектор v0 изображу. Потом прибавлю к нему gt. И при этом прибавлю так, чтобы у меня вектор v смотрел вот так вот. Ух ты. Вот как-нибудь так. Только у меня единственное, оно закруглилось. Ой. Вот так вот, поехали. Все, я все установил. Что-то мне треугольник не понравился. Ну ладно, переборщил я, конечно, здесь. Надо было покороче его изображать. Они параллельны, да? Да, они довольно параллельно оказались. Ну ладно. Так, тогда давайте здесь я как раз-таки покажу. Не, выглядит вообще ужасно. Это достраивать еще. Ну ладно, попробуем так, посмотрим. Так, вектор v, это у нас вектор v0. Тогда это, в свою очередь, у меня будет вектор gt. Вот так, чтобы прям побольше. Рисунок прям побольше. Изображаю тогда, как всегда,
высоту в этом треугольнике. И что я могу тогда, во-первых, здесь записать? Здесь у меня будет уголочек альфа, а здесь, конечно, у меня будет уголочек бета. Потому что это углы между моими скоростями и горизонталью. Угу. Поехали. Тогда пошли последовательно рассказывать все главные свойства нашего векторного треугольника. Смотрите, что можно написать прямо первым. Ну, ясное дело, мы можем зафиксировать, что у нас v0 косинус альфа будет равняться v косинус бета. Это мы с вами уже писали много раз, и давайте еще раз это продемонстрируем, что v0 косинус альфа у нас выражается как v маленькая на косинус угла бета. Это как минимум. Потому что у нас как раз вот она будет эта высота, ее еще можно обозначить как vx, потому что она у меня будет горизонтальной. Это как бы горизонтальная компонента моей скорости v0. И как вы видите, у меня горизонтальная компонента моей скорости v0, она является постоянной. Ее можно также обозначить как vx. Вот, давайте где-нибудь здесь введу ось x. Вот ось y. Вот ось x. Поэтому эту штуку можно еще называть как vx. Это во-первых. Во-вторых, самое веселое. Смотрите, например, вам будет известна начальная скорость и время, и от вас потребует найти конечную скорость у маленькой. То есть вам, например, сказано, что пнули камень с начальной скоростью v0, спустя время тау нужно найти скорость у маленькой. Если известно, что пнули под углом альфа к горизонту. Что вы делаете? Просто смотрите на этот треугольник. Говорите, что здесь у вас будет какой уголочек? Здесь у вас будет уголочек 90 минус альфа. Это следует из вот этого прямоугольного треугольника. А тогда вы можете себе записать, что у нас выполняется теорема косинуса. Теорема косинуса. Которая вам скажет, что у нас v маленькая в квадрате, только, наверное, ай-яй-яй, зря я так здесь близко начал писать. Да, я потом смещу. Так, v маленькая в квадрате, это будет v0 в квадрате плюс gt в квадрате минус 2v0 gt. И все это помноженное на косинус 90 минус альфа. На косинус 90 минус альфа. Поэтому отсюда вы, конечно, сходу можете сказать: а, так стой, автор, я знаю, как решать эту задачу. Я молодец. Я могу сказать, что v маленькая у меня просто будет равняться корешку из v0 в квадрате плюс gt в квадрате минус 2v0 gt на синус угла альфа. Вуаля. Напишите мне, пожалуйста, здесь пятерочку, если вы с этим согласны. То есть вам сказали время t, вам сказали начальную скорость, сказали уголочек альфа, вуаля, теорема Пифагора, ой, теорема косинусов, бам, бахнули и отлично. Так, поехали дальше. Третий пунктик. Я немножко это смещу, потому что мне нужно будет это построить, на самом деле, достроить до параллелограмма скоро. Третье. Это теорема синусов. О ней тоже давайте не будем забывать. По теореме синусов я могу сказать следующее. Только, во-первых, мне нужно будет немножечко проговорить про этот уголочек. Что этот уголочек будет равен углу 90 минус бета. Это следствие из этого прямоугольного треугольника. Поэтому тогда пишем. По теореме синусов у меня оказывается отношение gt к синусу противолежащего угла, это будет синус альфа плюс бета. Синус альфа плюс бета. Это мне будет выдавать отношение v0 к синусу этого угла. То есть v0 к синусу 90 минус бета. И также это мне будет давать отношение v маленького к синусу противолежащего угла, то есть синусу 90 минус альфа. Сейчас, Жижа. Давай нажижикай. Во. То есть v маленькая на синус 90 минус альфа.
Ну или как вы понимаете, если я раскрою синусы, то на самом деле у вас, когда идет синус 90 минус альфа, это будет то же самое, что косинус альфа. И аналогично. Поэтому давайте я перепишу в таком формате, что это v0, деленное на косинус бета, будет равняться v маленькое, деленное на косинус угла альфа. Кстати, обратите внимание, что, видите, они связаны друг с другом. Интересно. И это будет выражаться как gt, деленное на... Только единственное, здесь у меня что-то деленное, бим, слетело вниз. Нужно это подправить. Так, это у меня будет что? gt, деленное на синус альфа плюс бета. Во. И, например, вам могут сказать: ребят, мы взяли, пнули ваш шарик с некоторой начальной скоростью под углом альфа к горизонту. Известно, что спустя время тау угол между или как это сказать? Да, давайте так. Известно, что мы взяли, пнули шарик с некоторой начальной скоростью v0. То есть v0 нам неизвестно, с некоторой. Известно, что пнули под уголком альфа к горизонту. И спустя время t у нас стал угол бета. Найти скорость, например, там v маленькая или v0. То есть вам будет известен уголочек альфа, и вам будет известен уголочек бета. Вы просто сходу пишете теорему синусов тогда и говорите, что v маленькая это косинус альфа на вот эту штуку, а v0 это будет косинус бета на вот эту штуку. То есть вам могут сказать только время t и углы альфа-бета. И вы сразу сходу понимаете, чему равна начальная скорость и конечная скорость. Круто, да? Здесь напишите два плюсика, если с этим мы с вами согласны, если это нам понятно. Вот. Поехали дальше. Что еще, в свою очередь, здесь можно будет зафиксировать? Четвертый пунктик. Угу. Четвертый пунктик. Давайте мы с вами запишем следующее с точки зрения сторон. Так это то, что у нас вот эта сторона. Как ее можно выразить? Это просто будет v0 синус альфа. А эта сторона? Это будет отношение, или это будет произведение v маленького на синуса бета. Поэтому вы можете получить еще одну такую связь вида, что суммарный отрезок gt, он просто выражается как v0 на синус угла альфа плюс v маленькое на синус угла бета. Рен-тин-тин. Все, отобразили. Думаю, это тоже нам легко понять. Теперь пора переходить к более интересной и очень важной штуке. Пунктик 5. Я его тоже обозначу здесь с восклицательным знаком. С помощью этого восклицательного знака я буду подразумевать, что на самом деле, если вы изобразили векторный треугольник скоростей, то векторный треугольник перемещений вам ни к чему. Просто, незачем он вам будет. Потому что это вам будет объяснять все. Почему так? Как это понять? Смотрите, давайте мы с вами вспомним, что у нас есть такая вот великолепная формула. Так, единственное, я не понимаю, почему у меня голубой, он так плохо пишет. Вспоминаем, что у нас есть такая формула вида, что вектор S это есть 1/2 от вектора v0 плюс v маленький вектор, помноженное на время t. Угу. Это означает, что давайте мы возьмем и сложим вектора v0 и v. Что я тогда получу? Ну и как минимум здесь давайте я еще перепишу и получу так, что если что, у меня вектор s, деленное на t, это будет 1/2 от векторов v0 и плюс v. То есть давайте мы с вами возьмем и сложим два вектора v0 и v и посмотрим, что такое будет 1/2 от этого. Для этого я должен буду достроить данный параллелограмм, данный треугольник до параллелограмма.
То есть давайте мы V0 и V сложим по правилу параллелограмма. Ой, честно скажу, это будет жесть какая-то. Ну, формально вроде бы так, да? Здесь. Вроде бы как-то так. О, у меня даже вроде как-то получилось. Ага. Так, достраиваем. Ой. Угу. Во, получилось. Шикарно. И что мы тогда с вами здесь видим? Давайте я, наверное, вот эти штучки вида v синус бета, v0 синус альфа уберу, потому что они уже здесь загромождают рисунок. То есть мы их с вами знаем, мы с вами за них шарим. Но я бы здесь стер и GT бы перенес, наверное. Вот, чтобы нам было удобнее понимать это все. Да, давайте я сейчас сделаю просто красоту. Ну, постараюсь сделать красоту, конечно. Гарантировать красоту я не могу. А вот постараться сделать я могу. Заканчивается. Вот, так получше. Вот, сейчас мы с вами доведем это до нормального вида. Вот. Угу. При этом будем знать, что здесь у нас будет вектор GT. Так. G вектор T. Во. Да, и здесь нужно будет еще показать этот уголочек бета. Все. То есть вот получается у меня сумма векторов v0 и v. И тогда у меня это суммарный вектор, он мне будет смотреть куда? Он мне будет смотреть вот сюда, то есть в эту точку. Ой. Дай бог получится, дай бог получится. Почти попал. Ну, будем считать, что я попал, да? Давайте вот посмотрим. Да, будем считать, что я попал. Сойдет. Нормально. Это будет как раз сумма векторов v0 и v. v0 плюс v. Здесь напишите два плюсика, если вы согласны с тем, как у меня будет выглядеть мой суммарный вектор v0 плюс v. И что теперь самое ключевое? Что мы с вами получаем здесь параллелограмм. Верно? То есть мы с вами видим здесь параллелограмм. И в параллелограмме мы с вами знаем такие интересные свойства, что диагонали делят друг друга пополам. То есть я могу тогда сказать, что у меня вот эта сторона, не знаю, каким цветом, значит, давайте вот этим. Вот эта сторона, она будет равна тогда по модулю вот этой стороне. То есть здесь у меня будет 1/2 GT, и здесь у меня будет также 1/2 GT. И это попробуем, может быть, как-нибудь здесь продемонстрировать. Только не знаю, каким бы цветом, наверное, зеленым. То есть у меня получается здесь жух, бум, и здесь бум. Мы можем это прописать как 1/2 GT. 1/2 G вектор T. И здесь будет тоже 1/2 G вектор T. А это как раз наша диагональ, которая делит другую диагональ пополам. И при этом, что самое ключевое, у меня же здесь тоже сердцевинка вот этой диагонали. А значит, вот эта часть у меня будет чем? Она у меня будет являться 1/2 от сумм v0 и v. А значит, получаю, что это просто у меня будет вектор s, деленное на время t. То есть мы с вами получаем такой результат, что s вектор, деленное на время t, это же есть 1/2 от v0 плюс v, то есть это будет 1/2 от этого вектора. Но это, в свою очередь, и будет в данном случае медианой в этом треугольнике. То есть мы можем записать, что, следовательно, s вектор t медиана в треугольнике. Медиана. Это важный для нас результат. Напишите здесь пятерочку, если вы согласны, почему s вектор на t это будет медиана в этом большом векторном треугольнике v0 и v.
Вот. Это на самом деле очень круто. Это очень классно, что мы с вами здесь получили. Угу. И при этом, что хотелось бы здесь дополнить? А дополнить здесь можно следующее. Так, мне для этого потребуется вот этот маркер. Или, наверное, красненький маркер. Дополнить можно так. Смотрите, ведь вы же понимаете, что у меня, например, вот он есть треугольник со сторонами S, H и L. Правильно? Веб по физике плавно превратился в веб по геоме. Да, все верно. Ну, а вы не знали, что вы купили у меня вообще-то олимпиадный курс по геометрии, нет? Так, ну да, вот. Давайте ботать. Вот. А что, всем физику нужна? Нет? Геометрия, ребят, геометрия. Ну, шучу, конечно. И мы получаем, что S на T это медиана. Это уже очень хорошо. Все. Да, что еще? И при этом, давайте мы еще с вами посмотрим на тот треугольник, и мы можем заметить следующее. Что у меня же есть, получается, вот такой треугольник. Вида. Здесь у меня будет сторона S, здесь у меня будет сторона L, здесь у меня будет сторона H. Правильно? Но ведь этот треугольник, он у меня будет подобен другому, у которого все стороны просто в t раз будут меньше. То есть, я же могу сказать, что у меня будет S на t, здесь у меня будет L на t, а здесь у меня будет H на t. Я же могу все стороны уменьшить в t раз, правильно? Я же могу так сделать. И вот эти уголки, которые здесь у меня были, они никак не изменятся, потому что это два подобных будет треугольника. На самом деле я это здесь четко и получаю. Ведь посмотрите, у меня здесь вектор S. Вот горизонтальная часть. Вот горизонтальная часть. Ну, типа вот этого треугольника. Вот эта часть, либо вот эта часть. Без разницы, какой здесь отображать. То есть, давайте я здесь тоже красненьким отображу. Вот, пау. Разницы нет. Все равно это будет L на T. Это будет H на T. То есть вот получается у меня S на T. И вот он у меня тот самый треугольник, который здесь у меня и появился. У которого здесь будет 90 градусов. Поэтому я могу спокойно сказать, что вот эта штука у меня будет выражаться как h деленное на t. То есть высота h деленная на t. Только тут h большое, да? Ну ладно, h маленькое. А здесь у меня будет L большое деленное на t. L большое деленное на t. Ну как? Ну как вам? Вот такие маленькие дополнения к этому векторному треугольнику. Можно еще треугольник перемещения поделить на t, чтобы это получить. Да. Вот. Про деление на t мы с вами это поговорим, но это вектор перемещений, то есть треугольник перемещений. Пока мы с ним работаем. Здесь напишите мне, пожалуйста, L, если вы согласны, как я получаю вот этот еще маленький такой дополнительный треугольничек. Поэтому как минимум уже отсюда я вижу, что эта сторона у меня выражается как L на t, а это с другой стороны и будет как раз таки у меня произведение v0 косинус альфа и v косинус бета. Вот. То есть смотрите, сколько всего нового мы с вами поняли чисто из этого векторного треугольника. Это очень круто. И, кстати, это можно здесь визуализировать себе. То есть смотрите, у меня же получается здесь вектор S деленное на t. Угу. И вот давайте попробую это здесь показать. Так. То есть у меня получается вектор S на t пойдет вот таким образом. Угу. И при этом этот отрезочек у меня должен быть равен вот этому отрезочку. Значит, у меня вот так вот шел вектор v0. Вот у меня и получится, что здесь будет v0 плюс gt, вот у меня будет вектор s на t. Это будет вектор v маленькая. То есть это можно также здесь пробовать также визуализировать. Вот. Все, здесь напишите мне это 20-очку, если мы с этой частью разобрались. Если она нас теперь не пугает, мы ей наоборот рады. И пора переходить к вектору, к векторному треугольнику перемещений. Давайте могу отойти, вы можете себе заскриншотить, и пора переходить к векторному треугольнику перемещений. Так, мне нужно все это тогда будет стереть.
Но в векторном треугольнике перемещения, на самом деле, там уже поменьше будет всяких разных приколов. То есть самое ключевое, это, наверное, здесь. Вот. Здесь вот самые ключевые все факторы. Они таились. Так. Сюда, сюда. Ой, вот это все еще стирать. Жесть. Так, жух, 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 жух. Жух, 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 жух. Жух, 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 жух. Во, изумительно. Стираем. Варианты с забрасыванием тела на более... Не понял? А, не варианты, а варианты. Но я не понял. Варианты с забрасыванием тела на более высокую высоту не сильно отличаются, правильно? Типа вот сюда не сильно что отличается. То есть вот все, что мы с тобой сейчас записали, это все будет верно. Вот все, что мы записали, это все будет верно. Все. Потому что я же рассматриваю здесь какой-то общий случай, а вектора, они вообще общие случаи всегда рассматривают. Просто у тебя там в маленький вектор будет чуть другое направление. Потом вектор S будет смотреть, наверное, не больше вниз, а больше вверх. То есть все то же самое. Так, теперь давайте с вектором перемещений разберемся. Вектор перемещений — это есть v0 вектор t плюс 1/2 g вектор t в квадрате. Это вот наш как раз вектор перемещений. Мы его получаем с помощью вектора v0t. v0 вектор t. К нему прибавляем gt в квадрате пополам. Так, мне нужно вот такой вот жень, то есть до сюда чуть-чуть. И получаем жень. Вот он, вектор s. Это у нас будет вектор gt в квадрате пополам. Угу. Ну и как всегда, я могу взять, опустить высоту на вектор gt в квадрате пополам. И давайте, как всегда, мы с вами отобразим здесь уголочек альфа. Тогда, конечно, я получаю, что здесь у меня будет уголочек 90 минус альфа. За что мгновенно я могу себе здесь зафиксировать. И что мы с вами здесь видим? Что, как всегда, у нас есть вектор s. И если мы его будем проецировать на горизонтальную какую-то составляющую, то я тогда получу, что длина вот этой горизонтальной нашей части, это же просто будет дальность полета L. А вот это, вертикальная наша составляющая, она нам будет давать высоту h большое. То есть вот он вектор перемещений, мы с вами вот так как там переместились, но самое ключевое, что вертикальная составляющая s h, горизонтальная L. Угу. Вот. Так, что можно будет здесь сходу записать? Здесь, смотрите, всегда любят, знаете, что говорить? Дают задачу такую. Вам известен уголочек альфа, которым вы кинули, и от вас требуется, на какое расстояние сместится ваша точка от начального положения за время t. То есть вам, получается, известно v0t, gt в квадрате пополам, известен уголочек альфа. Ну, понятное дело, вы можете просто сразу записать, что s в квадрате по теореме косинусов, это у нас будет v0t в квадрате плюс gt в квадрате пополам, все это суммарно в квадрате, и минус 1/2 v0t gt в квадрате пополам и на косинус 90 минус альфа, ну давайте сразу напишу это как синус альфа. И таким образом вы сходу можете найти значение вашего модуля вектора перемещения. Здесь напишите ок, если это ок. Так, потом, что можно будет еще здесь зафиксировать? Ну, понятное дело, здесь можно написать, что L это будет v0 на косинус альфа. v0 на косинус альфа t. То есть вы берете, проецируете вот этот вектор на горизонталь, получаете v0 косинус альфа t, это получается наша L. Ну и можно про h поговорить. То есть наш получается, что h большое плюс v0 t синус альфа, это мы с вами уже сегодня фиксировали, это у нас получается gt в квадрате пополам. Потому что вот эта сторона у меня выражается как v0 t синус альфа.
Давайте попробуем, может быть, это здесь также зафиксировать. V0t синус альфа. Но это еще не все. На самом деле, вот отсюда вы можете получить тот самый векторный треугольник скоростей. Каким интересным образом? А смотрите, ведь мы можем с вами взять и весь этот треугольник уменьшить в t раз. Правильно? Мы же можем это сделать. И давайте мы с вами посмотрим, что будет, если я возьму и весь этот треугольник уменьшу в t раз. То есть все стороны уменьшу в t раз. У меня тогда будет здесь скорость v0. Потом здесь у меня получится, будет вектор g, вектор t пополам. Здесь у меня будет вектор s вектор на t. То есть я взял вот эту сторону, уменьшил в t раз. И вот мы с вами видим, что у нас же тогда получается вот такая следующая красота, что если я здесь еще прибавлю вектор g, t пополам, ой, даже не знаю какого, жух, где-то до сюда. Ой, да, где-то до сюда. g, вектор t пополам, то у меня и получится суммарный вектор gt, а значит сюда у меня будет идти, в свою очередь, вектор v. Вот. И здесь еще раз мы с вами видим, почему у нас s-вектор на t является чисто медианой вот этого нашего треугольника, который я здесь отобразил. Потому что это у нас будет две одинаковые такие стороны. Ну и при этом, так как я все уменьшил в t раз, то, конечно, и вот эта сторона, она у нас тоже будет иметь длину L, деленное на t. И опять, здесь было h, здесь станет h, деленное на t. Вуаля. То есть вы получаете все то же самое, просто уменьшив все в t раз. Здесь напишите мне это десяточку, если мы это также смогли с вами разобрать. Разные такие переходы. То есть если говорить про теорию к этим векторным треугольникам, то все, самый кайф, мы с вами это обсудили. Угу. Ну как, скажите, красиво? Круто вышло? Мне кажется, просто бомбезно. Фух, я вас поздравляю. Пора решать задачи. Теория закончена. Ура! Жесть. То есть мы с вами, ну фактически мы с вами сейчас вот все, что делали, это была как бы такая типа теоретическая часть. Ну типа, чтобы мы с вами привыкали к разным векторам, к их применениям. Чтобы это для вас не было страшно, чтобы это мы с вами привыкли уже писать. Короче, круто. Вот. И тогда пора это все брать и зарешивать на задачах. Конечно, я здесь промолчал еще один, на самом деле, еще одно свойство векторного треугольника скоростей. Там есть еще одно интересное свойство через площади треугольников. Но об этом мы с вами еще скажем отдельно. Мне кажется, это лучше говорить отдельно. Вот. Все, это пора тогда стирать. Угу. Да, вот теперь представьте, сколько красоты в этом всем таится. Жесть. Просто вот так можно. Очень круто. А в школах мы просто привыкли такие. Проекции. Что еще такое? Проекции. Все, только проекции. И все привыкают делать только через проекции. Когда векторные делаешь, они такие, а, что, кого? Тут вот такая красота. Все. Отобразили. Теперь это мне остается тоже стереть. Жух. 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 Все. Так, где у меня еще эти? Или у меня все закончили, что ли? Это уже все Галилей знал. Я, честно, не знаю, что он знал. Мы на физтехе как минимум не проходим. Что там знали прошлые ученые? Вот. Может быть, знал, не знаю. Кто его знает? Раз физику мы как-то изучаем со временем, то, наверное, может быть, что-то знает. Я не знаю.
его знает? Они много чего знали. Они знали даже то, что мы не знаем. Хорошо сказано, да? Вот. Ура! Задачи. Поехали. Это задачка номер 1. Только номер 3. Баскетболист бросает мяч в кольцо, скорость мяча после броска v0 8 метров в секунду и составляет уголочек альфа, равный 60 градусов с горизонтом. С какой скоростью мяч попал в кольцо, если он долетел до него за секунду? Сопротивление воздуха не учитывать, ускорение свободного падения же. Поехали. v0 8 метров в секунду, альфа 60 градусов. Что мы хотим найти? С какой мяч попал в кольцо, если он долетел до него за секунду. То есть время тау 1 секунда. Так, ищем, с какой скоростью мяч попал в кольцо. Ага, v маленькая. Смотрите, получается, мы взяли, отсюда пнули с начальной скоростью v0. То есть здесь у нас был человечек. Пим-пим. Он взял, пнул. Наш мячик полетел и попал в кольцо. И в момент попадания у нас была какая-то скорость v маленькая вектор, которая будет направлена здесь по касательной траектории, и давайте мы ее с вами здесь укажем. Что можем сказать? Что это произошло спустя время тау. И при этом уголочек альфа, под которым мы это бросили, это будет 60 градусов. Здесь давайте мы его и укажем. Но тогда изображаем, что у нас вектор v, он выражается как вектор v0 плюс вектор g тау. Ну, честно, мой совет: лучше не писать какие-то здесь проекции, а проще просто взять, изобразить векторный треугольник. И что вы получите? Это будет вектор v0, это будет вектор g тау. И получаете вектор v. Вспоминайте, что угол между горизонтом и скоростью v0 уголочек альфа. И говорите, что: о, ребята, а я шарящий человек. Я знаю, что здесь это 90 минус альфа. А значит, я могу записать теорему косинусов. Записываем теорему косинусов. И по теореме косинусов я с радостью получаю выражение вида v в квадрате. Это у нас будет v0 в квадрате плюс g тау в квадрате и минус, извиняюсь, здесь минус должен быть, так, и минус 1/2 g тау на v0. И все это на косинус 90 минус альфа. 90 минус альфа. Ну или, как вы понимаете, это еще также будет выражаться как синус. Все, вот я знаю значение скорости v маленькая. Корень из v0 в квадрате плюс g тау в квадрате минус 1/2 g тау v0 на синус угла альфа. Жух. Ну как? Все, задача решена. У меня тоже другую часть доски не потребовалось писать. Тогда остается подсчитать. v маленькая. Это будет корешочек из. Так, v0 это получается 64. Плюс g тау, это у нас будет чисто десяточка, то есть будет соточка, если в квадрат возведу. Минус 1/2 от g тау, это будет также десяточка. v0 это будет восьмерочка. И на... Вот зачем они здесь поставили альфа 60 градусов? Ну зачем? Специально, чтобы не синус считать было неудобно. Ладно. Синус 60 градусов, корень из 3 пополам. Это все нужно взять корешок. Ну, честно, я думал, будет проще с точки зрения подсчетов. Ну, ладно. Получаем, здесь будет 164. Так, а здесь у меня будет 10 деленное на 2, это будет 5. 5 помножаем на 4, это будет 20. То есть 20 на корень из 3. Вот. И вот это мне остается посчитать. Так, калькулятор математика МГУ. 20 помножаем на корень из 3. На 3 корень. Угу. И потом все это минус 164. Так. Ага. Беру корень.
Так, получаю примерно 1,7, что ли? 11,4. То есть примерно 11,4 метра в секунду. Все. Напишите мне, пожалуйста, 11, если вы поняли, как мы решили. Ща. Там не 1, 2, там должен быть 2. Извиняюсь. Да, у меня же теорема косинус звучит а в квадрате плюс b в квадрате минус 2ab на косинус альфа. Да, согласен, это мой тупеж. Здесь должен быть 2, здесь должно быть 2, здесь должно быть 2. Что, опять что ли? И здесь должно быть 40. 40, ладно, я иду опять. Так, 40 помножаем на корень из 3. Ага. Потом минус 164. И... Заново. Так, 40 помножаем на корень из 3. Потом минус 164. Так, бум-бум-бум. И беру корешок. 9,7. Получаю так. Бум. 9,7. Надеюсь, теперь все верно. Напишите 9, если с этим согласен. Да ладно. Ща. Вы ничего не видели. Это я вас просто проверял. Так, 80 помножаем на 3 корня. Господи, опять. 80 помножаем на 3 корня. Так, минус 164. Так. И берем корешок. 5. Так, вы ничего не видели. Получается 5 метров в секунду. Все. Напишите мне 5, если с этим согласны. Все. Все хорошо. Вот. Я думал, я вот так вот, а тут оказывается вот так. Так, давайте тогда я буду стирать. Угу. Все, теперь должно быть все хорошо. Спасибо большое за замечание по этой штуке. Ну, как вы видите, за счет векторов здесь некоторые вещи просто вот так раз, два и решились. Это, кстати, задача с вступительных на физтех, то есть олимпиад, физтех. Да, вы прошли проверку, вы молодцы. Вот реально. Так, мне нужны еще бумажные полотенца, а то они здесь закончились. Я пошел еще. Я как чувствовал, что нужно было дофига пачечек покупать, поэтому, слава богу, я сегодня купил 3 пачки. Прям как полагается. Вот. Так, поехали к следующей. Вжух. Вжух. Так, задача номер 4. Скорость шарика, брошенного под углом альфа 60 градусов к горизонту, за время тау уменьшилась в 2 раза. Найдите, на какое расстояние он удалился от точки бросания за это время. Изи, изи. Кстати, задача региона 9 класса. Вроде 2012 год, если меня память не изменяет. Так, это у нас какой номер? Только потратив рулон бумажных полотенец, можно понять, что вы по физике проведен на славу. Да. Не, честно, я вот все понимаю, что мне нужно купить какую-то корзину для этих бумажных полотенец, потому что вы не представляете, что здесь творится. Просто. Это просто ужас. Жесть. Ладно. Так, номер 4. Мне известен уголочек альфа равный 60 градусам и время тау 1 секунда. И при этом известно, что скорость у меня уменьшается в 2 раза. То есть v маленькая как v0 мне задано как 1/2. Найдите, на какое расстояние он здесь сместился. Это значит, нам нужно найти модуль вектора перемещения s.
Ну, давайте изображать. Ой, давайте представим, что вот мы с вами взяли, пнули с горизонтальной поверхности со скоростью v0 под углом альфа 60 градусов. Жух. v0 вектор. Здесь будет уголочек альфа. Пнули и получаем джун. Как рисунок какой-то маленький, да? Наверное, надо бы побольше его сделать. Че? Вот мне тут жалко места. А мне его не жалко. Мне все нормально. Мне даже полотенец не жалко. Ой. Так, надо побольше рисунок. Вот, скорость v0, вектор. Это жух. О, мне кажется, так получше. Получаем здесь скорость v маленький вектор, модуль который будет в 2 раза меньше, чем было. Ну и укажем, что это все у нас будет на какой-то горизонтали происходить. Так, вот поле тяжести Земли, конечно, g-вектор. Так, что мы можем, во-первых, здесь отобразить? Что у нас есть суммарный вектор перемещения из начального положения в конечное положение. Вектор s. И вот модуль этого вектора s я и хочу найти. Тогда давайте мы с вами изобразим первое, что вектор v маленький у нас складывается в вида v0 вектор плюс g вектор тау. Угу. И попробуем это отобразить на рисуночке. Получается, есть вектор v0. Прибавляем gt. Так, g тау. И вот у меня будет вектор v. Только давайте я сразу укажу, что у меня по модулю эта сторона будет меньше в 2 раза, чем та. Даже не знаю, как это можно попробовать указать. То есть давайте в скобочках я укажу, что у меня это будет v0 пополам. То есть длина этого вектора у меня выражается как v0 пополам. Тогда я могу указать, что, конечно, у меня здесь уголочек альфа, а здесь у меня будет уголочек 90 минус альфа. И что можно здесь заметить? Здесь можно заметить, ребят, что у вас здесь будет уголочек 30 градусов. То есть я даже не знаю, как это можно здесь попробовать отобразить. Но хотелось бы как-то показать, что у вас будет сразу 90 градусов. Я вот думаю, наверное, по теореме Пифагора лучше всего доказать. Да? А как по теореме Пифагора я могу доказать? Мне же v0 неизвестно. Косинус 90 минус альфа. Просто здесь понятное дело, что здесь 30 градусов. И получается напротив 30 градусов. Не, у нас вот эта штука. Все плохо. Нет, здесь не 90 градусов. Извиняюсь, да. Здесь не так все работает. Так, тогда нам известно, что здесь v0 пополам, здесь уголочек v0. Давайте подумаем, что мы можем здесь такого предпринять. Ну, наверное, хотелось бы лично мне взять записать теорему косинуса, потому что я получаю эту связь между v0 и g тау. То есть давайте это запишем, что у нас будет v0 в квадрате на 4. Что это, в свою очередь, будет из себя представлять? Это как раз вот эта сторона, она выражается как v0 в квадрате плюс g тау в квадрате. И минус, в свою очередь, 2 помноженное на g тау и помноженное на v0. И помноженное, конечно, на косинус 90 минус альфа. Но это будет так же, как синус альфа, поэтому я тогда получаю, что v0 в квадрате, деленное на 4, это будет v0 в квадрате плюс g тау в квадрате минус 2 v0 g тау на синус угла альфа. Где синус, косинус, мы с вами их знаем, это все прекрасно, это все изумительно. Вот. И, наверное, здесь давайте мы что сделаем? v0 в квадрате здесь что-нибудь поиграемся и получим, что у нас 0 будет выражаться как 3/4 v0 в квадрате плюс g тау в квадрате, и все это минус 2 v0 g тау на синус угла альфа. То есть вот мы получаем вот такое выражение, которое будет связывать v0 и тау.
Давайте пока мы его, наверное, оставим так, в случае чего посчитаем там дискриминант, найдем как-нибудь нашу скорость в 0. Но пока оставим так, окей? И теперь давайте попробуем поиграться с вектором перемещения. То есть запишем теперь второй пунктик. Вектор перемещения нам известен. В каком формате? Как вектор v0t, ну или здесь v0 тау, плюс 1/2 g вектор тау в квадрате. Ну и попробуем это, в свою очередь, здесь отобразить. Так, получаем вектор v0 тау. Вектор v0 тау. Потом к нему прибавляем вектор g тау в квадрате пополам. Тау в квадрате пополам. И тогда у меня получается суммарный вектор s. S-вектор. Что мы с вами здесь тоже можем узнать? Достраиваем, как всегда, до прямоугольного треугольника. И вспоминаем, что здесь-то нам был известен уголочек альфа. Значит, здесь у меня будет уголочек 90 минус альфа. А значит, как всегда, давайте и здесь я также попробую записать теорему косинусов для этого треугольника. Могу это сделать? Могу. Почему бы нет? То есть у меня будет две теоремы косинусов. Ой, получаю. S в квадрате у меня будет выражаться как v0 тау в квадрате плюс g тау в квадрате, все это пополам, все это вместе в квадрате. И минус, конечно, на 2 v0 тау g тау в квадрате пополам на... Давайте здесь я сразу воспользуюсь тем, что у нас косинус 90 минус альфа равен синусу альфа. И это давайте здесь и припишу. Угу. То есть получается у меня вот такое красивое выражение для вектора S. Так, что-нибудь прикольное здесь есть? Наверное, есть. Потому что S в квадрате, если я поделю на тау в квадрате, у меня это будет выражено как v0 в квадрате плюс g в квадрате тау в квадрате на 4 и минус просто будет и минус v0 тау на g и на синус угла альфа. Вот. То есть я получаю первое вот такое соотношение и второе вот такое соотношение. Я поделил на тау в квадрате, чтобы у меня здесь как-то было v0 в квадрате возникало. И здесь. Пум. И как мы с вами можем заметить, нам неохота возиться только с v0, а хочется возиться с чем-то другим. Вот остается только с этим поиграться. Угу. Интересно, интересно. Потому что теорема косинусов. Так, что там? Можно было сказать, что катет против 30 градусов равен половине гипотенузы. А подожди, а у тебя v0, а здесь v0 пополам. И это не гипотенуза. Я тоже думал про гипотенузу, но в чем прикол? У тебя же здесь не гипотенуза. Гипотенуза вот она, это будет g-тау. Раз тебе известно, что v0 это есть, ну или v0 пополам это есть g-тау. Нет, тебе это неизвестно. То есть тебе нужно играться как-то совсем с другими величинами. Правильно? Ну вот мы с вами здесь поиграли с вектором перемещений и с вектором y. Ну и, кстати, как минимум вы могли бы все то же самое записать, если бы вы изобразили здесь вектор перемещений, вот он, и сказали бы, что это был бы вектор s, деленный на тау. И могли бы для этого треугольника, аналогично, как я это здесь сделал, записать теорему косинусов. То есть можно считать, что вот это, то, что я здесь написал, это теорема косинусов для вот этого треугольника, который здесь и отображен. Все. Остается нам только поиграться с величинами и найти наконец-то наше s, потому что нам не нравится только вот v0 в квадрате. Ну, вот. Она неприятна. Давайте попробуем поиграться. Может быть, что-то еще здесь можно будет для себя отметить. Так, пока напишите мне 15, если вы согласны с тем, что я здесь отобразил. Давайте еще подумаем. Что можно будет выразить? То есть альфа нам известен, тау нам известно. Угу. Здесь нам известно как g тау пополам, здесь нам тоже известно как g тау пополам. Может быть, через треугольники? G тау пополам. Здесь. Ну, из этих треугольников все равно мало как будто. Мы только если можем найти связь на вот этот еще уголочек, записав s на тау из этого треугольника. Вот, у нас там возникнет вот этот угол, и посмотрим, что будет.
Да, нам пока неизвестно, что он треугольный, ну, прямоугольный. Пум, 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 пум. Ну, давайте сейчас вкратце додумаем. Точно. Смотрите, какая красота. Я же еще могу отметить вот такую следующую закономерность. То есть давайте пойдем дальше анализировать. У меня же здесь еще существует такая вещь, как теорема синусов. Верно? И с помощью теоремы синусов я тоже могу некоторые вещи себе досказать. Ведь у меня же есть здесь уголочек 90 минус альфа. И здесь у меня есть уголочек. Только я могу это все связать через эту горизонталь. Давайте попробуем. Давайте попробуем, может быть, связать через эту горизонталь. Может быть, вдруг что получится. То есть здесь бета указать. И мы с вами можем написать, что v0 пополам на косинус угла бета. Это у нас будет то же самое, как v0 на косинус угла альфа. Вот. И тогда получить следующую красоту. Что у нас косинус бета, он выражается как 2 косинус альфа. И отсюда можно будет найти, может быть, какие-то соотношения для синусов. Даже не знаешь, какие. Так, ладно, это хорошо. Нет, мы отсюда косинус бета вообще знаем. То есть я отсюда получаю, что косинус бета у меня же выражается каким образом? Как 2 помноженное на косинус 60 градусов. А это значит, у меня будет, что у меня бета 2 помноженное на 1/2, это у меня будет единица. Значит, бета равен 0 градусов. То есть, следовательно, я получаю, что бета у меня равен 0 градусов. Воу! Видали, какую красоту мы с вами сейчас доказали? Бета у меня равен... все, точно. Напротив 30, господи. Я же мог так и сказать. Точно. Я мог бы так и сказать, напротив 30 градусов у меня v0 пополам. А значит, у меня есть гипотенуза и катет, у которого длина как раз-таки в 2 раза меньше, чем у гипотенузы. Хотите прикол? До вебинара я хотел так объяснять. То есть до вебинара, когда я готовился, я именно так хотел объяснять. Но во время вебинара сейчас подумал такой, что-то странно, как будто вот это на гипотенузу похоже, что-то не то. И в итоге мы с вами чисто математически доказали, что и правда у нас бета будет равен 0 градусов. А это значит, что у нас будет прямоугольный треугольник, в котором v0 это гипотенуза, а v0 пополам будет нижний катет. То есть тогда вообще все с кайфом. То есть тогда у меня получается векторный треугольник, он выглядит вот таким образом. Что здесь будет как раз g тау, здесь у меня v0, а здесь v0 пополам. Ну вот, и здесь прямой угол. А это очень хорошо. Я бы даже сказал, тогда изумительно. Потому что тогда мы как минимум можем взять и найти все соотношения между скоростью v0 и тау, потому что я буду знать, что здесь у меня, например, будет какой уголочек? У меня там уголочек 30 градусов, да? Давайте я буду указывать, что здесь у меня будет уголочек альфа, вот он. А тогда я могу записать, что синус альфа у меня просто выражается как g тау, деленное на v0. Ну и отсюда я могу выразить как v0, так и синус альфа. Короче, все могу выразить, что мне только в голову брендет и так далее. Вот. То есть тогда я получаю, что у меня v0 это будет g тау, деленное на синус. Все. v0 подставляю сюда, ну или сюда могу поставить, и получаю выражение для моего вектора перемещения. Так, здесь напишите 10, если мы с этим согласны. То есть если с этим мы разобрались, что-то у меня какой-то был втык в голове в плане объяснения по 30 градусам. Ну ладно, здесь разобрались. И тогда вот это давайте я сотру, оно нам уже ни к чему.
Все, 10 есть. Хорошо. Ай, не падать. Так, записываем дальше. Вот это мне тоже не нужно будет. Тоже стираем. И пишем. Пишем. Радоваться жизни надо каждый день. Ой, s на тау. S в квадрате на тау в квадрате. Теперь это будет что? Это v0 в квадрате. Это та вот красота вида g тау на синус альфа в квадрате. Потом плюс g в квадрате, тау в квадрате, деленное на 4. Ну и минус. У меня там двоечка, она сократилась. Вместо v0 подставляю g тау. У меня будет чисто g тау в квадрате на синус альфа. Все деленное на синус альфа. Ну и какая красота, что у меня все сокращается. Синус говорит до свидания. Угу. А значит, получается вот такое выражение вида g на тау в квадрате делим на синус в квадрате. А давайте сразу посчитаем. Ведь синус у нас 60 градусов. Это корень из 3 пополам. Возвожу в квадрат, значит будет 3 четвертых. Здесь плюс g в квадрате, тау в квадрате, деленное на 4. Ну и просто минус g тау в квадрате. Вот. Значит, я делаю вывод, что s квадрат на тау в квадрат, это будет что? Так, здесь у меня 4 третьих. Ой, господи, какой ужас. Ой, минус g тау, это получается 1 треть плюс 1 четвертая. g в квадрате, тау в квадрате. Вот и все. Значит, я делаю вывод, что s в квадрате это будет 3 плюс 4, это будет 7. 7 деленное на 12. 7 двенадцатых. Так, 7 двенадцатых. g в квадрате на тау в четвертой. Беру корешочек и получаю, что тау это будет корешочек из 7 двенадцатых на g тау в квадрате. Но остается только подсчитать и радоваться жизни. Ну, 7 двенадцатых это ладно. Все это будет считаться по калькулятору. Делим на 12, берем корешок и помножаем на 10. Все. 7,62. Там же еще минус 1. Да, вот смотри, у меня было 4 третьих, минус 1. Это получило 1 треть. Поэтому я все это учел. То есть у меня получился ответ 7,62 на метра. Все, напишите мне это 8, если вы согласны с этими результатами. Восьмерочка готова. То есть самое ключевое, что нам нужно было здесь заметить, это как раз таки записав вот это первое соотношение. Фух, да, весело идет. Так, поехали к задаче номер 5. Она тоже довольно базированная, хорошая. То есть здесь мы с вами поиграли с векторами. Нам пора еще играться с векторами. Ой. Поехали к играм нашим. Вжух, вжух, вжух. Так, отсюда. Следующая задача, она будет на такую историю, как кот Леопольд и мышата. У вас в домашке тоже будет задача на кота Леопольда и мышата, только там будет немножко другой вид задачи. Мой вам там совет тоже максимально векторно решать, и все получится. Просто векторно изобразите разные там соотношения, и все. Возьмите теорему Пифагора там и решится. Задача, которая у нас с вами сейчас, это финал России 9 класса, 99-го года, как я помню. А вот у вас дома будет финал России 10 класса 2000 либо 2001 года. Но они не сильно сложные. То есть их подобие спокойно могут давать на любую перечную олимпиаду, которая сейчас у нас есть. Это реально. То есть они тоже являются некоторыми базированными с точки зрения олимпиад. Так, пишем дальше. Кот Леопольд сидел у края крыши. Два злобных мышонка встретили в него
выстрелили в него из рогатки. Однако камень, описав дугу, упал у ног кота. Смотрите рисунок. Через время тау равное 1 секунде. На каком расстоянии S от мышей находился кот Леопольд? Если известно, что векторы скоростей камня в момент выстрела и в момент падения были взаимно перпендикулярны. Забавно. То есть нам известно тау, известно, что конечная скорость v маленький вектор перпендикулярна начальной скорости v0 вектор. Хотим найти S. Как вы думаете, мне сейчас потребуется ли писать теорему косинусов, там, теорему синусов? Нужно ли мне это будет вообще делать? Как вы думаете? Попредполагайте так вот, пофантазируйте. А я давайте попробую это изобразить. Получается, у меня будет вектор v0. И у меня камень вот так полетит. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Он так полетит, что он станет перпендикулярным нашей начальной скорости. Не придется. Ну, красавцы, не придется, конечно. Так, здесь у меня будет горизонталь. Ну и также сюда у меня будет, получается, попадать все эти камешки. Вместе с этим изображу вектор перемещения из начального положения в конечное. Вжух, вектор S. Ну и, конечно, давайте попробую как-то показать, что у меня вектор V, он будет перпендикулярен вектору V0. Вот таким кусочком прямых. Здесь давайте мы с вами возьмем и изобразим векторный треугольник скоростей, как мы с вами это все время делали. V маленький вектор, это, конечно же, у нас будет начальная скорость, V0 вектор, плюс G вектор тау. Изображаем тот случай, когда у нас вектор V, он будет перпендикулярен нашей скорости. То есть вот у меня будет вектор g тау, и вот у меня будет вектор v, который будет перпендикулярен вектору скорости. Ну, нашему начальному вектору скорости. Что мы с вами можем здесь увидеть? Что, конечно, там, во-первых, всякие уголочки и так далее, но нам же не сказали начальный угол. Давайте мы его не будем изображать. А лучше сделаем следующее. Вспомним, что у нас вектор s, деленное на t, он же выражается как v0 вектор плюс v вектор на 1/2. То есть, следовательно, как мы с вами уже показывали, у нас вектор s, деленное на t, это медиана в треугольнике скоростей. В треугольнике скоростей. Где у меня красный маркер? Вот он. Треугольники скоростей. И отсюда здесь можно показать следующий очень интересный вывод. Только, во-первых, давайте я найду вот эту медианку. У меня будет сюда смотреть вектор s, деленное на t, ну, вектор s, деленное на тау. И давайте мы с вами вспомним следующее. Какое есть свойство у прямоугольного треугольника с точки зрения медианы? То есть вот у нас будет g тау пополам, и вот у нас будет g тау пополам. Есть интересное свойство, что оказывается у прямоугольного треугольника его медиана она будет равна половине гипотенузы. Откуда это берется? Это берется на самом деле, вот это я беру, рисую другим мелом, как бы показав, что это не обязательно нам писать. Но давайте мы с вами изобразим некоторый прямоугольник. Если я возьму, проведу, во-первых, вот так в сторону и вот так в сторону, то что я здесь замечу? Что в прямоугольнике у меня же здесь, с одной стороны, вот у меня есть прямоугольный треугольник. Но при этом, с другой стороны, у меня вот эта гипотенуза, ну или вот эта диагональ другая,
она берет, делит мою исходную гипотенузу на две равные части. Пау, пау. И взаимно другая диагональ будет делить на две равные части. Но что самое прикольное, что у прямоугольника эти две диагонали, они одинаковые. Значит, вот эти две стороны, они у нас также будут одинаковые. Ну, на самом деле, здесь вообще все вот эти вот стороны будут одинаковые. Поэтому мы получаем, что медиана в прямоугольном треугольнике, она будет равна половине гипотенузы. Это важное здесь свойство. Ну или, если что, это, кстати, можно было бы доказать через окружность. То есть, если вы проведете вот так диаметр, проведете вот так вот хорды, и здесь будет ваш центр О, то вот ваш прямоугольный треугольник. И если вы проведете эту медиану, то в чем прикол? У вас же это радиус и это радиус. Вот вы и получаете, что медиана равна половине, то тогда у нас S на тау, это же медиана, она будет равна, в свою очередь, 1/2 g тау. Так, как треугольник прямоугольный. Прямоугольный. Ну и тогда мы мгновенно пишем просто ответ, что оказывается у нас S выражается как 1/2 на g тау в квадрате. Все, напишите мне, пожалуйста, здесь S, если вы поняли, как я сходу взял и нашел вот это выражение. То есть, видите, максимально легко. Но это 9 класс, 99 год, финал России. То есть это уже сколько лет назад, это очень много. Но это еще не все. Что я хотел бы еще, кстати, здесь отметить с точки зрения этого векторного треугольника. Давайте посмотрим на наши уголочки. Смотрите, как я уже сказал, получается, вот эта сторона, она будет равна вот этой стороне. Ну, что будет выражать вот эту сторону. Ну и тогда у меня получается... Не-не-не, координатным не будем, я это не планировал координатным. Но как минимум это можно, если что, сделать через координат. Дай-ка я подумаю. Я не планировал координатным. Если делать через координаты, то в чем будет прикол? Вам нужно будет сказать следующее. Вам нужно будет пользоваться тем, что ваши вектора v и v0, они перпендикулярны, а значит скалярное произведение их будет равняться нулю. И оттуда уже находите разные соотношения на проекции. Это если вот говорить с точки зрения координат. Но просто я это планировал использовать немножко в другой задаче. Давайте продолжим здесь. Ведь смотрите, если мне будет известен вот этот уголочек, а он, например, будет равен там 90 минус альфа, то так как у меня здесь образуется равнобедренный треугольник, то будет ровно такой же уголочек и здесь, правильно? Но ведь тогда, если я возьму и проведу вот такую вертикаль, вот у меня будет вертикаль, то так как у меня g тау это вертикально, то у меня и здесь будет уголочек альфа. Ну, например, да, давайте укажем здесь альфа, значит здесь альфа, значит и здесь альфа. То есть я же получаю, что у меня вот она секущая, и это накрест два лежащих угла. И тогда, как вы видите, у меня v0 направлен по биссектрисе между вектором перемещения и вертикалью. Это очень интересное свойство. То есть, если я здесь проведу вот такую вот вертикаль, то у меня угол между вектором перемещения, он у меня обязан быть равным углом между вектором v0 и этой вертикалью. Вот такое интересное свойство мы с вами только что еще также доказали, которое может потребоваться там во всевозможных разных задачах. Вот. Так что вот так вот. Напишите мне это два плюсика, если с уголками мы тоже с вами разобрались. Ну и пора идти дальше. Решай следующую задачу. Вот, если на тему координат вкратце сказать, здесь самый главный смысл, что вектор v на v0 скалярно у вас будет равняться нулю. И отсюда вы это запишете, что у вас vx v0x плюс vy v0y это будет равняться нулю. И отсюда делать какие-то соотношения там интересные, потому что потом вы пишете, что s вектор это есть v0 вектор на тау плюс 1/2 g вектор тау в квадрате.
вам неизвестен v0, но вам известно вот это скалярное произведение, что оно равняется нулю. И мне кажется, на это нужно будет там делать акценты. Но об этом я, честно, не думал. Вот, поехали лучше дальше. И пойдем дальше. Следующую задачку. То есть, видите, все вот такие вот задачные вектора в геометрии, в баллистике являются вот такие вот легкие, красивые, интересные, вообще с кайфом. Все, 2 плюска есть. Шикарно. Так, жух. Жух. И шикарно. Ой, сколько стирать, ой, сколько стирать. Ну, ничего страшного, зато красиво. Давайте я вам пока открою следующую задачу. Миномет может выпускать снаряды с начальной скоростью v0 во все возможные направления. Задача стрелка — попасть в мишень, находящуюся на высоте h на холме. С какого максимального расстояния по горизонтали может стрелок может это сделать? Вот такая задача. Написал я ее сам. Поэтому, может быть, здесь с точки зрения русского языка немножко что-то не то. Вот. Но суммарно должно быть нормально. Здесь, на самом деле, наша задача будет просто найти максимальную дальность. То есть условие этой задачи просто подразумевает, что вы хотите найти максимальную дальность полета вашего снаряда из этой мишени. Ой, из вот этого миномета. Так, все, это стерли. Погнали дальше. Так, где у меня этот маркер? Вот он. Так, получается, скорость v0 неизвестна, только это номер. Номер какой? Номер T6. Во, номер 6. Так, известна начальная скорость v0, известна высота h, хотим найти максимальную дальность Lmax. Все, поехали. Это будет отображаться вот таким образом. Кстати, угадайте, а под каким углом к горизонту я должен бросать, чтобы у меня была максимальная дальность полета? То есть это 45 градусов или немножко другая? Так, и здесь у меня будет холмик. Жух, 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 жух. И вот мы здесь будем брать и пинать с начальной скоростью v0 вектор. Пинаем, пиум, 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 пиум. И попадаем в эту точку. Потому что нам будет известно, что мишень, она у нас будет располагаться именно на определенной высоте h. Так. Именно на определенной высоте h большая. Это h у нас будет фиксированный. То есть мы хотим именно попасть в мишень на фиксированной высоте h большая. И наш миномет может отходить от этой мишени по горизонтали на любое расстояние. Только нас будет интересовать, а на какое максимальное расстояние вообще он сможет отойти. Lmax. Давайте здесь пока напишу просто чисто L, чтобы мы с вами выразили это L в зависимости от какого-то параметра. А потом уже поймем, когда оно будет максимально. Но, кстати, ответ про 45 градусов будет неправильный. Это если так немножко наперед говорить. Потому что 45 градусов, как я вам говорил, будет выполняться только в том случае, если у вас точка падения, она лежит на одном уровне с точкой броска. Вот если на одном уровне, то да, 45 градусов. Иначе не-не-не, иначе все будет плохо. Так, ну давайте здесь укажем какой-то произвольный уголочек альфа. И поехали. Только давайте, как всегда, мы найдем некоторую... Хотя ладно, давайте лучше так. Вектор v у нас выражается как вектор v0 плюс вектор g
помноженное на время t, в течение которого все это двигалось. Изображаем наш векторный треугольник. Бум, бум. Так, вектор v0. Вектор gt. И вектор v маленький. И попробуем сейчас указать следующие величины. Только зачем я так поменьше изобразил? Не понял. Давайте мы с вами возьмем и опустим перпендикуляр. Верно? То есть, как всегда, звук минус звук. Все, я на всех пожар немножко переставил. Вот, опустим такой перпендикулярчик. Вспомним, что если я возьму здесь, найду сердцевинку, то сюда у меня будет смотреть вектор S, деленное на t. Правильно? И тогда я могу сказать, что вот эта горизонтальная часть, она у меня будет в свою очередь выражаться как отношение дальности полета ко времени, за которое мы с вами здесь проходили как раз к эту дальность. Так. Это вектор S. Давайте здесь я его укажу. Что можно будет тогда здесь записать? Помехи. Угу. Мой вам совет — это взять и записать площадь. Вы такие, что? Площадь? Какая еще площадь, Глеб? Зачем нам площадь? Мы с тобой уже сейчас сидим 5 часов, а ты нам какую-то площадь записываешь. А я такой вам говорю, ну, ребят, да, площадь. А вы что хотели? Вы хотели здесь, не знаю, периметр найти? Не знаю. Вот, кстати, интересно, какой будет периметр? V0 плюс GT плюс V маленькая. Ну ладно, давайте запишем площадь этого треугольника. Из треугольника. Двумя способами. То есть, представляете, как мы вообще решили кайфануть? Не просто площадь записать, но еще и двумя способами. Чтобы, ну, прям вообще было. По веселью. Первый способ — это напрямую, в тупую. 1/2 на высоту и на сторону, на которой мы опустили эту высоту. То есть L на T и на GT. АЧФ, да? То есть я-то получаю, что это будет 1/2 GL. О, прикольно. Время тю-тю. А теперь давайте вторым способом. Я вам напомню, что площадь, в свою очередь, можно считать еще как 1/2 от произведения сторон и углов между ними. То есть, давайте я здесь укажу, что у меня будет угол альфа между вектором v0 и горизонталью, и угол бета между вектором v и горизонталью. Попробую это также здесь как-нибудь отметить. То есть здесь у меня вектор v будет образовывать с горизонталью уголочек бета. Что тогда? Тогда я могу записать как 1/2 от произведения модуля моих скоростей, то есть на две эти стороны, и на синус угла между ними, то есть альфа плюс бета. Но в чем прикол? Треугольник-то один и тот же, а значит площади будут одинаковые. Поэтому мы можем взять и приравнять эти две величины. То есть я получаю, что 1/2 LG у меня будет выражаться как 1/2 V0V на синус альфа плюс бета. Правильно? Ну, 1/2 давайте уберем. Она нам здесь ни к чему, она нам здесь не нужна. И что я тогда получаю? Я получаю связь между дальностью полета L и произведением начальной и конечной скорости на синус угла между начальной и конечной скоростью. Все деленное на g. То есть получаю вот такую красоту. И это просто бомбезная формула. Она волшебная. Этот вывод я вам сейчас продемонстрировал. Именно, кстати, этот способ вам потребуется в одной задаче из домашней. Так, легонечко подсказываю. Там в некоторых задачах может потребоваться. Поэтому себе фиксируйте это, любят в олимпиадах, потому что это совсем не очевидный момент. Прям вот, ну, совсем. Кто подумает, посчитать площадь. Вот. И что теперь хочется сказать? Что давайте начнем анализировать. То есть мы с вами получили зависимость нашей дальности от
начальной скорости, конечной и синус угла между ними. Ну, начальная скорость, ладно, она у нас константа. Нам сказали по условию, она нам известна, то есть это постоянная величина. Но у нас постоянной величиной является h. А вот v маленькая не знаем. Постоянная она, не постоянная, без понятия. Поэтому желательно еще отдельно понять, что у нас будет со скоростью v маленькой происходить. Для этого, как всегда, мы давайте воспользуемся суперформулой, которая связывает скалярное произведение вектора g на вектора s и модули наших скоростей. То есть v в квадрате минус v0 в квадрате. Что я здесь получаю? Ну, у меня в данном случае вектор g, если я буду его здесь изображать из начальной точки, он смотрит сюда вниз. Поэтому угол между векторами s и g, на самом деле, вот он, вот этот уголочек. Вот. Это давайте попробуем здесь, может быть, как-нибудь по-другому продемонстрировать. То есть у меня будет вектор s, и вот он вектор g. Угол между ними, вот он θ. Поэтому скалярное произведение g на s у меня будет переписываться как чисто g(s) на косинус угла θ. Но в чем прикол? Давайте мы с вами перепишем θ немножко по-другому. То есть я его выражу через уголочек, какой здесь? Ну, через уголочек, например, φ. Где угол φ это будет угол между вектором s и вертикалью. Мне будет известно, что угол θ выражается как 180 градусов минус φ. Поэтому тогда я могу записать, что косинус θ, это у меня будет косинус 180 градусов минус φ. Но в чем главный плюс этой формулы? Что оказывается, эта штука у меня выражается как минус косинус φ. Поэтому я тогда могу записать, что g вектор на s вектор это будет g на s на минус косинус φ. Только давайте я запишу немножечко получше. Конечно, я могу вам так сказать, это можно не выводить. Вы можете сразу писать там g, h и так далее. Потому что, помните, я вам говорил, как мы это можем с вами писать. Но на всякий пожарный давайте это выведу, чтобы вы тоже знали, как это можно вывести. Так, скалярное произведение вектора g на вектор s, это будет, в свою очередь, минус g на s на косинус φ. И, как всегда, что такое уголочек φ? Это угол между вертикалью и s. Но если посмотреть на этот прямоугольный треугольник, то мы с вами получаем h. То есть это будет минус gh. Видите, у нас взялся минус из тех соображений, что мы теперь поднимаемся на высоту h вверх. Ну и тогда я могу посчитать, что у меня минус gh помноженное на двоечку, это будет v маленькое в квадрате, минус v0 в квадрате. Ну и откуда я делаю вывод, что оказывается у меня v маленькое просто элементарно здесь будет выражаться. Ух ты, господи. Сейчас у меня маркер начнет писать. Давай, пиши, пиши, давай. Вот. То есть получаем мы с вами, что v маленькое в квадрате, это будет v0 в квадрате, минус 2gh. Ну или что ключевое мы можем заметить, что так как v0 и h это фиксированные величины, то у нас и v маленькая это будет на самом деле фиксированная величина. То есть v0 в квадрате минус 2gh. И это равняется константе. Потому что мы с вами h и v0 зафиксировали по определению. Нам сказано, что мишень находится на высоте h, и скорость у нас v0. Это фиксированная величина, значит v маленькая у нас тоже фиксирована. То есть тогда я получаю пунктиком 3, что моя дальность полета, она выражается как v0 на v на синус альфа плюс бета. И все это деленное на g. И при этом v0 на v это у меня все фиксированные величины. То есть у меня получается вот это фиксированная величина, у меня меняется только синус. То есть у меня по мере того, как мы с вами будем менять направление вектора v0, у нас будет меняться сам по себе уголочек альфа, а значит, наверное, будет еще также меняться уголочек бета. Но, что самое ключевое, сама скорость v маленькая и v0, они фиксированы, они не меняются, потому что мы хотим попасть именно на высоту h. Вот. И это будет являться функцией L от альфа плюс бета.
потому что у нас только альфа плюс бета может меняться. Но мы с вами вспомним, что все-таки у синуса есть такое великолепное свойство, что синус у нас никогда не превосходит единицу. А значит, я получаю, что наша дальность полета, выраженная как вот так, она будет меньше либо равна, чем что? То есть давайте я напишу сначала v0v на синус альфа плюс бета, деленное на g. И мы получаем, что это в свою очередь меньше либо равняется, чем v0, v маленькое, деленное на g. И получаем, что максимум у нашей дальности будет достигаться, когда альфа плюс бета будет выражено как 90 градусов. Ну или еще по-другому. Ой, спасибо, да. Вот. То есть мы получаем, что у нас дальность будет меньше либо равна, чем v0 на v деленное на g. И вот это как раз таки максимальное значение нашей дальности полета будет выражаться в случае, если у нас уголочек альфа плюс бета он будет равен 90 градусов. То есть у нас с вами должно будет получаться, что вектор v0 и v, они должны быть перпендикулярны. Это очень забавно, это очень крутой и мощный здесь результат. Здесь напишите мне, пожалуйста, L, если вы поняли, как я получил вот эту связь. Ну и тогда мне остается написать, когда у меня дальность будет максимальна. Ой. Давайте я эту верхнюю часть сотру, то есть напишу вот здесь вот, что у меня, следовательно, L большое выражается как v0 на v на синус альфа плюс бета, деленное на g. Офигенная формула. Остается вот это здесь стереть, чтобы дописать. Или, ага. Так, что тогда мы с вами получаем? Так, маркер, пиши, пожалуйста. Так, тогда L максимальная у нас будет равняться v0 на v, деленное на g. Ну или так как мы с вами знаем, значение скорости v маленькое, я получаю, что L максимальная это будет v0 на g на корень из v0 в квадрате минус 2gh. Вот и все. Поэтому здесь, пожалуйста, мне напишите четверочку, если вы согласны вот с этим очень нашим крутым результатом. При этом альфа плюс бета у нас должны быть равны 90 градусам. То есть у нас вектор v0 окажется перпендикулярен вектору v. То есть, чтобы у нас дальность полета она была максимальной, мы должны кинуть так, чтобы у нас вектор конечной скорости был перпендикулярен вектору начальной скорости. То есть получаем. Давайте это я, наверное, напишу другим маркером. Где у меня другой маркер? Вот он. Ой. Чтобы кинуть на максимальную дальность, на Lmax, нужно v0 сделать перпендикулярным v. Или же какое, кстати, другое условие? А другое условие, как вы помните, оно будет следующим. Что в случае, если у вас вектор v0 и v, они окажутся перпендикулярными друг другу, то тогда у вас вектор v0 и вектор s, они будут образовывать такой же угол, как вектор v0 и вертикаль. Это самое главное, наверное, будет здесь свойство. Поэтому давайте вот это я ниже сотру и об этом сейчас и скажу. Так, пум-пум-пум. Так, стираем. Ну как, красиво?
Прикольно? И как вы видите, не обязательно, что у вас альфа, он был 90, ну альфа был 45 градусов. Альфа может быть разным. Самое главное, чтобы у вас просто конечная скорость, она была перпендикулярна начальной. То есть в случае, если у вас точка броска, она равна точке приземления, ну они лежат на одной горизонтали, то в этом случае у вас просто альфа равен бета, и тогда, конечно, у вас получается, что альфа должен быть 45 градусов. Но если альфа будет, ну или если точка броска и точка приземления на разной высоте, то не обязательно. Круто. Угу. Так, продолжаем писать. Давайте это изобразим наш вектор v0. И вектор gt. Причем здесь у нас должен быть прямой угол. Вот он вектор v маленький. Вот он наш вектор gt. И что важно теперь нам будет вспомнить, что вектор перемещения у нас будет смотреть как раз в сердцевинку нашего вектора gt. И тогда мы с вами вспомним, что так как у нас здесь будет прямой угол 90 градусов между вектором v0 и v, то мы получаем, что вот эта сторона gt пополам, она будет равна, конечно, этой части, но также она будет равна и этой части. То есть у вас s на t будет равняться, в свою очередь, gt пополам. То есть, во-первых, вы можете записать, что s на t будет равняться gt пополам. Поэтому сходу здесь бывает еще можно задать вопрос. То есть, знаете, могут задать вопрос так. Во! Офигенный вопрос, смотрите. Шарик, то есть мишень находится на какой-то высоте h. H неизвестно. Время и шарик бросают так, чтобы попасть в эту мишень с максимального расстояния до этой мишени. Ну или отойдя на самое максимальное расстояние по горизонтали. Известно время полета. Найти вектор перемещения. Вот. То есть получается, зная то, что у нас будет максимальная дальность полета, и зная, что у нас должна быть максимальная дальность полета, мы получаем, что у нас вектор v0 будет перпендикулярен вектору v, а значит, у нас s на t будет равен gt пополам. Ну или отсюда я это получу, что s это будет 1/2 gt в квадрате. То есть вот так завуалированно можно, в свою очередь, здесь сказать s. Ну и при этом, что важно здесь отметить, что я напомню, если мы, например, с вами скажем, что здесь у нас будет какой-то, в свою очередь, уголочек бета, не знаю, каким здесь его отобразить, давайте зеленым. То есть если здесь у меня будет какой-то уголочек бета занят, давайте гамма. Здесь будет гамма, то, как вы понимаете, здесь будет гамма. Потому что у меня здесь образуется равнобедренный треугольник. Раз сторона и вот два сторона. Но так как это у меня вертикаль, а это у меня будет секущая в виде v0, мы опять получаем гамма. То есть получается, чтобы достичь максимальной дальности полета, мы с вами должны пнуть таким образом, чтобы у нас вектор v0, он был биссектрисой между вектором перемещения и вертикалью. То есть это будет уголочек гамма, и это будет уголочек гамма. Понятно? И при этом тот же самый уголочек гамма, он у меня на самом деле будет и здесь. То есть φ у меня будет в данном случае, кстати, равен уголку гамма, как мы с вами поняли. Вот. Ну как вам? Напишите мне, пожалуйста, 15, если вы с этим согласны. Так, вектор v0 это биссектриса между вектором s и вертикалью. Угу. Вот. Поэтому, чтобы кинуть на L максимальное, нужно v0 перпендикулярно v, или же v0, то есть, или же кинуть так, чтобы вектор v0 был биссектрисой между
вектором S и вертикалью. Вот такой получаем здесь случай. Вот. Все. То есть про это я сказал, но это на самом деле еще не все. Здесь хотелось бы дополнить следующее. Это рассмотреть чуть другой случай. Кстати, вот думаю, а он реально ли здесь работает, то есть давайте попробую. Я сейчас вот как-то в голове сейчас прикину. Просто я слышал тут одну фразу. Мне становится интересно, а реально ли оно так? Мне сейчас пришла идея. Давайте мы с вами покачаем эту часть вот с такого формата. То есть давайте мы будем считать, что нам известно, что мы с вами пинаем. Сейчас, как бы это сказать? То есть нам известна, получается, дальность, известно h. С какой минимальной скоростью мы можем туда попасть, да? С какой минимальной скоростью мы можем туда попасть? Ага. Ну, формально да. То есть смотрите, мы можем немножко по-другому завуалировать нашу задачу. Давайте попробуем вот таким образом, мне стало интересно. А что если мы с вами будем говорить не про максимальную дальность, а про минимальную скорость? То есть нам будет известно, что у нас есть первоначальная точка и есть вот эта точка. Она находится на высоте h, а здесь мы имеем L большое. И мы, например, с вами хотим пнуть с минимально возможной начальной скоростью, вот так, чтобы мы с вами попали в h, и при этом пнув с минимально возможной скоростью в 0. Как это мы можем, в свою очередь, выразить? Вот я сейчас подумал. Можно ли как-то это свести, знаете, вот к этой? То есть у нас, получается, есть L максимальная, это так далее, да, но дальность полета это будет V0V на там синус альфа плюс бета, деленное на g. И что мы здесь можем увидеть? Что у нас v маленькая и v0, они напрямую жестко связаны. То есть у нас чем больше v0, тем больше v. А значит, мы можем заметить, что v0, v это будет g на L, деленное на синус альфа плюс бета. О! Угу. Наверное, отсюда получить какое-нибудь соотношение. То есть мы, если возведем в квадрат, то это будет v0 в квадрате на v маленькое, это у нас будет v0 в квадрате минус 2gh. Это будет gl на синус альфа плюс бета в квадрате. Но вот отсюда я могу как-то сказать, меня же v0 в квадрате интересует. Давайте я подумаю, потому что как раз-таки я хотел к этому свести. Вот интересно. Тоже, знаете, вот хочется как-нибудь выразить, сказать. Но как минимум я могу точно сказать, что вот это произведение, оно будет минимальным, если у меня синус альфа плюс бета будет максимальным. То есть тогда произведение v и v0 у меня будет минимально. Но следует ли отсюда, что у меня тогда и скорость v0 будет минимальна? Неизвестно. Непонятно. Да, то есть я хочу к этому как раз-таки привести, что здесь задача аналогична этой. Просто здесь мы с вами спрашиваем про скорость, а здесь мы с вами спрашиваем про дальность. То есть я хочу взять как бы обратную к этой, просто спрашивать не про дальность, а как раз-таки про скорость. Потому что здесь же я понимаю, что у меня скорость маленькая, она будет напрямую зависеть от v0. То есть если у меня v0 растет, то и v маленькая растет. v маленькая падает, то и v0 растет. Ой, то и v0 у меня падает. И вот думаю, что делать? Могу ли я как-то это прям взять сходу изобразить? Просто боюсь, дискриминант здесь придется писать и так далее. Нет, давайте еще подумаем. Так, давайте посмотрю, что у меня дальше. Чтобы... на расстоянии L. Угу. Вот и думаю. Ну ладно, давайте попробуем пойти дальше. И будет интересно. Хотя у нас с вами как раз 5 часов прошло. Мы с вами сегодня много чего зарешали. Сейчас, давайте здесь я подумаю, могу ли я как-то это обратно свести. Буквально 2 минутки. Мне стало интересно.
Вот, потому что кажется, что типа, о, ну все отлично. Потому что здесь-то у нас скорость маленькая фиксирована, она будет уменьшаться, если V0 будет уменьшаться. Ну и получается, если произведение у нас уменьшается, ну как-то неизвестно, что в отдельности. Вот и сиди и думай. А здесь дискриминант записать. Ну ладно, давайте отдельно лучше. Так, 10-ю. Через полуцилиндр мы будем решать на криволинейном. То есть я когда подбирал, я немножечко забыл, что тут требуется радиус кривизны. В этом прикол. То есть 10-й задаче нужен радиус кривизны. Вот самое кайфовое это номер 8, номер 7. Но они жестко завязаны друг на другом, а точнее у меня все это как раз завязано на вот этом. Вот, на вот этом свойстве. Поэтому на самом деле мне бы желательно взять это, стереть, вот это все стереть, и дорешать финальные задачи. Будет тогда отлично. Но у нас уже с вами время подошло к концу. В этом трабл. Ладно, давайте сотрем, и сейчас решим, что будем делать. Вот. То есть желательно нам сейчас как раз зарешать номер 8, либо номер 9, и тогда вы с кайфом пойдете домой. Решать домашку. Потому что как раз-таки минимальной скорости, она и соответствует тому, чтобы у вас была максимальная дальность здесь. Потому что если скорость у нас в 0 она минимальна, то и дальность у нас будет, в свою очередь, надо подумать. Как-то у меня ступор. Так. Все. Это стираем. Ну как вы? Еще продолжаем или все, пойдем на отдых, и в следующий раз давайте продолжим. Я думаю, мы в следующий раз просто можем продолжить и решать оставшиеся задачи, потому что они будут очень-очень важными. Тем более, что я так скажу, они все на одно и то же, и желательно нужно будет зарешать. Так, стираем, стираем. И отлично. Да, давайте тогда сделаем отдых. В следующий раз дорешаем. Тем более. Все, это вытерли, так что у нас с вами будет теперь чистая доска. Так, обдумав сейчас всю ситуацию, смотрите, давайте вы сейчас как раз попробуйте закрыть предыдущие домашки. Вот, а сейчас мы лучше тогда закончим, это и правда, чтобы в следующий раз зарешать, смотрите, какую красоту. Просто оно будет идеально гармонировать, если мы с вами сначала решим номер 7, потом номер 8, и это просто будет пушечка, потому что за счет этого вы сможете зарешать у себя некоторые домашние задачи, но они прям очень сочные. Ну и вместе номер 12 нужно будет зарешать. Очень красивые будут задачи. И после этого тогда продолжим. Что отменим? Что отмена? Вот. Тогда сейчас после вебинарчика ждите домашку. Я прямо сейчас ее вам скину. Также я сделаю пояснение к этой домашке. Там будут задачи, которые вы, наверное, ну, они будут сложными, потому что они будут ориентироваться именно на вот эти вот 3 задачи, которые мы с вами сейчас не успели решить. И прорешав вот эти 3 задачи, вы в следующий раз можете их в разы проще решить вот в домашке, или же сейчас самостоятельно подумать. Это будет очень кайфово и круто для вас. Если вы самостоятельно подумаете, а потом как раз и зарешаете это все. Вот, так что вот так. Так что тогда оцените по 100-бальной шкале, как вам сегодняшнее занятие. У меня как-то сегодня начало не зашло, но я понял, что после вебинарчика с летней школы мне нужно как-то больше отдыхать и некоторые другие вещи делать, и тогда у нас с вами получится круто проводить вебинарчик, чтобы я был как-то на эмоциях, а то я сегодня что-то как-то не то. Ну ничего, будем делать, и будет все прекрасно. Все, тогда всем счастья, мира, добра, любви, пусть все будет прекрасно, конечно, волшебно. До встречи в субботу.
И ботайте, решайте домашку, задавайте любые вопросы там мне, куратору, задавайте смело, там говорите, я не понимаю, а вот это я правильно, а вот это я правильно. Пишите, мы ответим. Да, я, может быть, чуть-чуть с задержкой, но ответим, потому что это важно, это очень круто. Если вы сейчас заботаете, вы не представляете, какое вы просто для себя делаете благо. Поэтому, ребят, заботайте, будет с кайфом. Задачи подбираю хорошие, интересные. Местами, конечно, есть некоторые идейные, но я это в пояснениях пишу. Поэтому обращайте на это внимание, вам это поможет. А так, всем-то в четверг, да, в четверг, извини, я почему-то подумал, что сейчас четверг. Да, в четверг, конечно, все, послезавтра это четверг, да. Да, я забыл. У меня четверг и летняя школа еще будет, да, точно. Вот, потом после выходных у нас с вами будет, сколько там, 3 дня выходных, что ли? 24, 25, 26. Да, 24, 25, 26, а 27 мы с вами встретимся, но это после выходных. Вот. Так что так. Все, тогда всем пока-пока, прекрасного настроения, ботайте и будет отлично. Главное, не сдавайтесь. Вот, пойду набираться сил, и вы тоже.